он тоже прогрессивный молодой человек. Мечки Навального? Нет. Не Навального, а прогресса и сторонники изменений. Накануне президентских выборов 2018 года на телеканале «Дождь» вышел сериал «Возраст несогласия» о молодых сторонниках Алексея Навального, принимавших участие в его предвыборной кампании. Это же... Навальный говорил, когда у нас все получится, вы можете с гордостью, с уверенностью сказать, а когда-то я спасал Россию. И когда-то я ее спас. Эволюция в обществе, она все равно идет. И рано или поздно прогресс, он победит. За последующие годы структуры Навального подверглись тотальному разгрому. Его штабы и Фонд борьбы с коррупцией объявили экстремистскими организациями, против сотрудников возбудили уголовные дела, а самого политика отправили в тюрьму. Сначала на 3 года, потом на 9, потом на 19. Все, если верить документам суда, я поехал в матросскую тишину. А всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха. Пока. Накануне очередных президентских выборов мы снова встретились с героями сериала. Съемки были уже почти завершены, когда стало известно о смерти Алексея Навального. Ну как вы без него-то, блин? Не убили. В этом фильме мы расскажем о том, как за последние 6 лет изменилась жизнь молодых людей, мечтавших вместе с Навальным о прекрасной России будущего. Егор был самым молодым и, наверное, амбициозным координатором в кампании Навального. Днем он отбивался от эшников и полиции, атаковавших штаб, а вечером готовился к сдаче американского аналога ЕГЭ. Но даже ночью Егору не давали покоя. Я спал вот здесь и лежал в 2 часа ночи на вот этой кровати. И просто такой интенсивный треск, вот такой кирпич. Это просто жесть. И такая дыра в окне. Власти продолжают оказывать давление на координаторов штабов Алексея Навального в регионах. Егор Чернюк из штаба политиков в Калининграде стал фигурантом уголовного дела об уклонении от службы в армии. Я такой, ну все, я понял, значит, нужно уезжать. Но мы с Олегом поехали ко мне домой собирать какие-то вещи. Он тогда тебе заснял что-то, я помню. Я в то же время успел дать интервью «Дождю», они позвонили, потому что это как раз был такой пик моей популярности, как вот только вышел фильм, и я на волне хайпа, мне сразу все эти журналисты пишут. Исторические кадры. Егор Чернюк собирается дать комментарий «Дождю». Егора доставили в военкомат на медосмотр, а информацию о расследовании уголовного дела против него нам подтвердили в Следственном комитете. Сейчас Егор с нами на связи. Егор, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, как прошел и чем закончился ваш визит в военкомат? Хорошо. В общем, я сегодня в 9 утра проснулся от сильнейших стуков в дверь. Это оказались сотрудники НТР. Я им открыл, игнорировать не стал. И меня отвезли в военкомат, показали бумагу, то что вот, Егор, ты уклонист, мы на тебя возбудили уголовное дело. Я знал, что вот в 10:40 автобус с Южного вокзала идет в Вильнюс. Мы туда приедем, я скажу пока Олег, и сяду на автобус и поеду в Вильнюс. 22:31 по калининградскому времени. 9 минут осталось, да? Егор Чернюк, уголовник, направляется на автобус, чтобы сбежать из России. Калининград город. Калининград город. Да что, Олег, победим обязательно? Где этот автобус? Где-то здесь. Я был почему-то убежден, что автобус в 10:40, и тут мы приезжаем типа в 10:30, вообще тишина, на Южном вокзале никого нет, там какой-то один автобус стоит, мы подходим к автобусу, я вот этого водителя спрашиваю, а вы едете сейчас в Вильнюс, да? Он говорит, вообще-то нет, автобус в Вильнюс уехал 10 минут назад. Я такой, блядь, типа я даже нормально не могу там уехать из России, просто все через жопу. Один из волонтеров штаба согласился отвезти Егора в Литву. Границу пришлось пересекать пешком. Все, Егор Чернюк благополучно
прошел литовский контроль и теперь должен идти 5 километров до Ниды. Потому что машину Даниила не пропустили из-за просроченной на 1 день страховки. Ну это просто как бы наш стиль, Калининградский штаб. Чисто сбитый кабан, взятка в размере 100 рублей российским пограничникам. Чисто, знаешь, типа такая... Да. Все. Олег. Скоро встречи. Обязательно все увидимся. Обязательно полетим, ребят. Давай. Через 6 Wi-Fi ищи, пиши мне. Все, всем пока. Давай, все. Все, простите, пожалуйста. Здесь я жил первый год. Вылез. Широкое окно, много солнечного света и вот это очень красивое дерево. Я помню, просыпаюсь в октябре от звонка. Мне звонит на то время возлюбленная из России и говорит, что Егор, тебя в федеральный розыск объявили. Я такой, заебись, окей. А мне на урок идти, там я опаздываю на урок. Егор блестяще сдал SAT, аналог ЕГЭ в США. Математику на 99% лучше своих американских сверстников, английский на 95%. По итогам экзамена Егора зачислили на полную стипендию в один из самых престижных частных колледжей Америки. Учеба стоила в год порядка 75 тысяч долларов. Каждый год они мне присылали вот этот грант, письмо, и там, типа, оплатить за учебу нужно 72 тысячи долларов. Сколько нужно оплатить вам? $0. И вот так вот каждый год. В итоге я отучился, вообще ни доллара не заплатил. Свордман решил в меня инвестировать там 350 тысяч долларов или сколько, ну там по 300 тысяч по сути. Where are you going? We're just saying, we're going to the tennis court. Oh, really? Yeah. Why? It's like, Dima's rationale for going there was that like here we are in this like very pristine kind of bougie environment, where people are playing tennis, while at the same time people of the same age, like young men of the same age, are being eaten by dogs in the trenches in Ukraine. Right, the juxtaposition. So, exactly. Of those. Yeah. Approve of this vilification of the tennis gym. Yes. Those guys. No, we should vilify them. They are American capitalists. Why not deify? they embody American capitalism. They're kind of like hanging, playing, you know, switch gears, friend. All right, switch gears. Yeah, all right, guys. All right, we've been fired. See you soon. Hi, how are A you? more interesting subject. What's up? How's it going? Amazing, as usual. I'm looking like a little hoe today, but it's all for you. Okay. Здесь я живу, но на самом деле здесь такого ничего интересного, потому что в этом году у меня самая скучная комната, маленькая, и просто начал охуевший человек, да, сразу. Живу в маленькой комнате, нормально, кормят, кирпичи в окна не кидают, дашники не доедут. Ни одного кирпича мне за 4 года в окна не прилетало, поэтому как минимум от этого спокойно. Координатор Мурманского штаба Виолетта Грудина уехала из России в конце 2021 года, позже других своих коллег. 6 лет назад она была жизнерадостной хохотушкой с железными нервами. Сейчас сидит на антидепрессантах. Я уже 2 года живу в Литве, и я вообще не чувствую, что я живу. Я существую. Я чувствую себя больной. И чувствую свою вину за то, что я болею. Здесь все местные психотерапевты, наверное, мне кажется, пишут уже один диагноз: травмирован Россией. Вот. Прям так и формулируют? Да. И я в настоящий момент прохожу лечение, лечу посттравматический синдром. Мурманская область должна быть одна из самых богатых. Но является она такой или нет? Она похожа на соседей ваших, Норвегию и Финляндию. Ну а что с нами не то? Все как это.
Спасибо огромное, ребята. Аплодирую вам, вы красавцы. Отличный митинг. Алексей Анатольевич, что Мне очень приятно и важно начать. Давай, Виолетта, спасибо тебе, молодец. Важно было начать наше турне с такого классного митинга. Приеду обязательно. Виолетта. О, смотри. Здесь есть я. Круто. Розовая подруга Навального и секс меньшинств. Настоящие боевые пидорасы. Виолетта Грудина с настоящими боевыми пидорасами. Многие люди, с которыми я была знакома, там правозащитники, какие-либо там активисты гражданские, они уехали, чтобы найти этот мир и покой в другой стране. Я не хочу его искать, я хочу, чтобы оно было здесь. Активная фаза репрессий против сотрудников штабов Навального началась в 2019-м. Массовые обыски по делу ФБК прошли в 43 городах России. Я открываю дверь, и меня просто вот черная волна сносит. И это заходит СОБР с автоматами, с бронежилетами, просто полная комплектация. Они просто вот так вот прошлись волной по всей квартире. Я на полу с заломанными руками. Меня в наручники надевают сразу же. У меня забрали всю технику, там, все деньги, что у меня были. Эти обыски, они проходили по всей стране. Пришли вообще абсолютно ко всем. И это был ответом на кампанию Навального умного голосования. Вот. То есть это просто была месть такая. Забрать у людей вещи. Я больше не чувствовала себя в безопасности. Я не чувствовала, что у меня есть дом, потому что мусорам ко мне приходили уже как домой. По любому поводу и без повода. И ощущение того, что мои вещи, которые я люблю, их могут отнять в любой момент. Как дела? Отлично. Позорники. Я читаю статьи для того, чтобы в дальнейшем не совершать... Представляемся по закону о полиции. Второе, доставай удостоверение. Я без удостоверения не сотрудник. Ну тогда вон отсюда. Человек снимать не... Почему он не может снимать? Потому что я не хочу, чтобы здесь стоял второстепенный человек. Вон отсюда. Хорошо. Дверь закройте с обратной стороны. Вон отсюда, говорю. Сотрудник полиции только здесь может находиться. Все. Мои счета вообще все арестованы, там минус 75 миллионов рублей. Он у всех координаторов штабов Навального штраф минус 75 миллионов рублей. Это такая обеспечительная мера по делу ФБК. Это Виолетта Грудина, проукраинская ЛГБТ-активистка, координатор Мурманского штаба Навального. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. О, привет, Алексей. Отлично. Здорово. Привет, Кира. Привет. Да, он такой высокий. Про западным СМИ девушка любит давать интервью, особенно откровенные. Надеюсь, поглажу. Сын у меня пошел в школу. Он возвращается, пытается меня разбудить и говорить: мама, проснись, вот тут про тебя. Я просыпаюсь, смотрю, у него в руках клочок бумаги оторванный, и там мое лицо и лицо моей бывшей подруги, которая принимала участие в съемках вот прошлого фильма. Я вышел в подъезд, и там просто весь подъезд обклеен, и листовка была такого содержания, что в вашем доме живет типа деструктивный элемент Виолетта Грудина. Лесбиянка, там координатор штаба Навального, там оппозиционерка, предатель Родины, пятая колонна. Знаете, и типа бла-бла. Но потом мне звонит мой волонтер и говорит, ну там, не чаще всего, Виолетта Андреевна, приезжайте, пожалуйста, в штаб. Я к нему подъезжаю и вижу, что дверь запенена монтажной пеной. На ней огромная свастика. Я пытаюсь открыть эту дверь, ничего не получается. В общем, мы ее с горем пополам отколупали. И когда мы туда зашли, ну, у меня упало все. Все были кабели перерезаны в штабе. Видеокамер, просто любые провода. Свастики на стенах, на мебели, на технике. Ну, все было безнадежно испорчено. На окнах были пенисы нарисованы, тоже свастики. Вот. Ну, я обязательно сфотографировала пенисы. Мы с ним сфотографировали с пенисом. Когда из штаба выезжали, мы 100 тысяч заплатили за ремонт. Власть своими действиями, она сама подтолкнула меня к тому, чтобы я вышла вот на прямое противодействие. И я начала рассуждать о том, чтобы пойти на выборы.
муниципальные. Местные депутаты – это марионетки. Почти все они единороссы. А все, что умеют единороссы – это врать и воровать. Они работают не на народ, а на своего хозяина. Я буду с ними бороться. И я не боюсь. И вы не бойтесь. Я объявила о своей избирательной кампании уже в открытую. Рассказала о том, что все то, что происходит, это реальное противодействие моей избирательной кампании. Но даже тогда я понимала, что это только начало. И впереди был митинг апрельский в поддержку Навального. Нет, до митинга я дошла. Через 5 минут меня скрутило 5 или 6 ментов, огромных просто. Повели в этот стакан. Поздно вечером где-то я вернулась домой. И я по привычке, естественно, проверяю почту. И в почтовом ящике я обнаружила мишень. На следующий день я приезжаю в офис, и окна нашего штаба, они расстреляны. Это просто был сигнал, это была пугалка о том, что, не знаю, если ты там продолжишь вякать... В общем, какой уже сигнал? Да. Тебя предупреждают. А я глупая, не понимаю. Агитация, просто я понимаю, что надо это делать. Потому что вот, если я там проснусь с утра и скажу, ой, что-то мне лень, лучше дома посижу, там еще кто-то так скажет, ну и кто это будет делать? То это на самом деле тяжкий труд, особенно когда ты работаешь бесплатно. Филипп Симкинс – замкоординатора Тульского штаба. В России жил в городке Щекино, неподалеку от Ясной Поляны, и учился в железнодорожном техникуме. В такую погоду и осенью в этом городе еще более уныло. И еще более хочется уехать отсюда и не видеть всего этого. Сейчас Филипп живет в Монтрё, курортном городке на берегу Женевского озера, известном своими звездными жителями, от Владимира Набокова до Фредди Меркьюри. В целом элитное местечко, достаточно дорогое. Здесь снять квартиру еще, в принципе, достаточно сложно, потому что не так много, в принципе, здесь квартир, и они очень дорогие. Практически из всех квартир нормальный вид, то есть, если посмотрим, если, допустим, кроме твоей. Моя, да, тоже, с другой стороны, если чуть высунуться в окно, видно и гору видно, и там какие-то пальмы, в общем, в целом прикольно. В общем, вот здесь я обитаю, здесь живу, квартиру делим на двоих с французом. Здесь обитает он, я не сижу на этом диване вообще, и он тут курит всякое, вот видим. Пожалуйста, то есть, в общем, большая часть бардака, которая вот именно здесь, вот в этой общей комнате, конечно, навожу не я. В общем, вот моя комната, она там очень маленькая, то есть, там сюда кого-то позвать и с кем-то посидеть я не могу, потому что тут негде сидеть. Но при этом диван есть, он там раскладывается, когда мама приезжает, он занимает вот эту всю площадь, абсолютно всю. И то есть все, тут невозможно пройти никак. Самая главная изюминка – это железная дорога, которая проходит. Условно, я вот сплю вот здесь, вот стена, то есть, поезд проходит где-то там, в 2 метрах от меня. Просто чуть-чуть пониже. А так, в целом, если я хорошенечко высунусь, то я могу его потрогать, в принципе. Ты же хотел быть железнодорожником. Да, я хотел быть близко к железной дороге, но не настолько, наверное. Это был как раз конец марта, начало апреля. То есть только-только вот штаб закрыли, и там вот уже прошло, наверное, дней 10 с того, как последняя серия вышла фильма. И вот мне в конце марта написала, семья из Швейцарии, что, мол, посмотрели фильм, очень хотим, с тобой познакомиться и приезжай в Швейцарию. Я такой пишу, предложение, конечно, заманчивое. Я говорю, извините, но где я и где Швейцария? Как мне вообще это дорого? Они говорят, мы там тебе с визой с этим поможем, приезжай. И все, я, подаюсь на визу, думаю, класс. В Европе я еще ни разу не был до этого никогда. Прикольно. Здорово, Фил. Привет. Сынок? Привет. Евгений и Ирина переехали в Европу в 2015-м. Последние 6 лет живут в Швейцарии. Евгений – менеджер в крупной международной корпорации. Как моя стрижка? Вау. Это как называется? Комбинация чуба с
Ну, это чуб, по сути. Ну, просто я не сделал так, чтобы он прям отсюда торчал. Ну, что это слишком... Даже для меня это перебор. Ты все еще Филипп или уже Тарас? Ну, больше Филипп. Тарас, говорю, было бы, если бы отсюда торчал, был так прям совсем. Мы смотрели твой фильм «Возраст несогласия». Ну и ребята там такие, в общем, молодые, там что-то борются, делают. Мы же такие сидим в Швейцарии, вот тоже так на кухне едим. Я говорю, классные ребята, я говорю, надо в гости их позвать. Их 3 было главных героев, да, по-моему, в фильме. Я всем написала. Вот и я, Ирина, мы живем в Швейцарии, посмотрели фильм Андрея Лошака «Возраст несогласия». Вот, нам очень нравится, чем вы занимаетесь. Мы приглашаем в гости, хотите, приезжайте. А Филипп, он такой, да, что, классная идея, а что, когда можно? Я говорю, когда хочешь, я могу, говорит. Да. Я из спецприемника вышла, говорит, я, в принципе, свободен. Вот. Ну и все, и, соответственно, так стали списываться с ним. И он мне в какой-то момент пишет, а можно я с мамой приеду? Мама не отпускает. Да нет, на самом деле не то, что она не отпускала, она просто она говорит, я тоже хочу вообще-то. Слушай, водичка чистейшая, по-моему, да? Она пахнет, кстати, морем. А вон там какой-то замок. Вот он. Замок какой-то. Ну вот тут загнивающая Европа. Опять он про загнивающую. Тут все сгнило. Вообще кошмар какой-то. Как они тут живут. Ну пойдем дальше. Сейчас. Я снимаю горы. Нет. На самом деле здесь даже здороваются все. Вот идем мы сейчас по деревне. Совершенно незнакомые люди говорят нам бонжур. Бонжур. У нас так бонжур. У нас так, конечно, не принято. Что я могу сказать? Сюда приезжать недельку маловато. Здесь надо жить. Я вернулся в Россию, и вот как раз был мы организовывали этот митинг, который был против пенсионной реформы. Штаба нету, а митинг мы все равно решили организовывать. И вот только это началось, ко мне сразу участковый чуть ли не каждый день ходил. ИТшники тоже постоянно давай поговорим, давай выйдем, это самое, по-мужски, все такое. Вот. В общем, все это накаливалось. И я понял, что они от меня не отмажутся. Вообще никак. Это надолго. Поэтому я принял такое решение уехать. Короче говоря, так получается, что здесь у него открылось немножко какое-то окно, а там начало закрываться. Там, страна начала выдавливать, по сути. И а что делать-то? Мне на другой курс же, на другой вообще факультет меня перевели. Чтобы, я в этом году, именно в 18-м закончил. Так я должен был бы еще 1 год учиться. Вот, да. Диплом-то мне дали, но вообще другой специальности, по которой я ничего и не знал, по большому счету. Звонят директору, я тебе расскажу. Ты понимаешь, что все люди подневольные, государственные, да? Все обязаны любить Путина. Никуда не денешься. Ну да. И директору говорят, если у тебя оппозиционер против государства, а что он тогда у тебя учится в государственном учреждении? Так есть же конституционное право на получение образования. Я тебе говорю, что все это незаконно. Да. Ты в РЖД собираешься работать? Потом нет? Да. При Навальном, если будешь светиться, тебя туда не возьмут. Просто когда я был на учебе, у нас замечательную фразу сказал лектор: не боритесь с системой, это бесполезно. Тогда система будет бороться с нами. Если ее не трогать, она тебя не трогает. Из-за этого у нас такой плохой жизнь, что все живут и всем все равно. Как еще? Ты что, не думаешь, что Путина переизберут? Не, я знаю, что это вариант возможен, но все равно у него сейчас появился такой политический конкурент, сильный политический конкурент, которого не было никогда, в принципе. И все силы сейчас будут брошены на этого конкурента, вот и все. Мой тебе совет, не светись. В Швейцарии Филипп попросил политическое убежище. Сначала его отправили в лагерь для беженцев, больше напоминавший тюрьму, а оттуда в общежитие. Через год он получил письмо. Fire! Welcome to Switzerland! Меня признали беженцем, у меня пермит Б. Есть! Ура! Поздравьте меня, пожалуйста, я очень рад. Я получил это, вот оно, письмо. Вот оно, Welcome to Switzerland. Welcome to Switzerland! Боже, храни Швейцарию. С работой у Филиппа пока не складывается. Хотел пойти по специальности на машиниста, но оказалось, что без диплома о швейцарском начальном образовании на учебу не берут. В Лозанне Филипп со своим другом Артемом попытался открыть собственный видеопродакшн.
подрабатывали нормально, даже там и свадьбы были, еще что-то мы там снимали. И там даже вот эти художественные фильмы там всякие, там короткометражные снимали. Ничего вроде было, сейчас, конечно, что-то как-то хреновенько стало, заказов нема. Так я уже там нашел работу, короче, в службе безопасности работать. Но нужно сделать сначала водительские права. Сейчас права сделаю и начну работать. В общем, пока так. А так пока на социале. В начале июня 2021 года Виолетта заболела ковидом и положенные 2 недели просидела дома. В конце месяца, когда она уже выздоровела, в квартире ранним утром раздался стук в дверь. Кто там? Добрый день. Виолетта Андреевна. Это хозяин квартиры Сергей. Здравствуйте, Сергей. Что вы хотите? А? Что вы хотите? Общаться. Вы один? А? Вы один? Я один. Ну, поговорим через дверь. Открыть я вам дверь не могу. Что? Открыть дверь я вам не могу. Почему? Значит, есть на это причины. Вы уверены, что вы хотите открыть дверь? Виолетта Андреевна, здравствуйте. Это управление Роспотребнадзора по Мурманской области. У нас есть информация о том, что в настоящее время вы больны новой коронавирусной инфекцией. Какие же вы обманщики, господи, клоуны. Что вы творите-то, а? Вам не стыдно, а? Можно вам задать вопрос? Вы согласны госпитализироваться в стационар? Если вы отказываетесь добровольно госпитализироваться, мы хотим вручить вам административный иск в суд о вашей принудительной госпитализации для того, чтобы у вас имелась возможность защитить ваши права. Они ушли, я не стала открывать дверь. Я увидела внизу несколько машин полиции, скорую, на которой меня должны были увезти. После этого появился пресс-релиз МВД по Мурманской области. Там главная какая-то следственная часть, которая занимается особо важными резонансными преступлениями. И на меня возбудили уголовное дело. По какой статье? Вот это санитарная статья. В суд обратился не кто бы кто, а главный санитарный врач области с требованием моей принудительной госпитализации. Я предоставила суду отрицательные тесты коронавируса. На суде выступил врач в мою защиту и сказал, что я здорова. Суд все полностью проигнорировал. Там была типичная судья, которая у меня часто бывала и выписывала мне штрафы. И, естественно, требование главного санитарного врача было удовлетворено. И было решение закрыть меня в больницу. Во время суда Виолетте стало плохо. Ей вызвали скорую. Виолет, куда везут? А куда, в какую? Сердцем худо стало. Городскую. Когда они меня везли, этим фельдшерам, женщинам бедным, начали названивать. И прям вот слышно было, как кто-то звонит и говорит: Грудина у вас? Да, у вас. Везите ее не туда, а везите ее в ковидную больницу. Чего они хотят поставить? Пневмонию. Какого перехода в пневмонию? Ну вот в указе идут старший диспетчер сверху. Вы передайте, что она ругается. Передайте, что я ее слышала. И... Короче, одному врачу звонит другой врач и говорит о том, что сейчас меня везут в больницу и привезти должны с диагнозом, что у меня пневмония. У меня нет пневмонии, у меня сатурация 100%. Все это делается для того, чтобы у меня были осложнения, и меня закрыли там. И вот эта фельдшер, она как бы разговаривает по телефону, и она такая: я не буду этого делать. Как бы я в этом не участвую. Они вот привезли меня до вот этой больницы, которая общая. Мы просто постояли там 5 минут буквально. Они сказали, что не могут сделать то, что попросили от них власти, но при этом не могут мне помочь. Поэтому они привезли меня домой обратно. На машине скорой помощи.
На следующий день Виолетту принудительно госпитализировали в ковидную больницу. И вот приехала моя карета, стоят судебные приставы, фиксируют. И меня, здорового человека, везут в ковидную больничку. Всем удачи. Решение суда гласило, что я должна буду находиться под медицинским наблюдением до теста на ковид. Мне не делали тест на ковид 20 дней. Мне в палате женщины были, у которых там 85% или 80% сатурация, они с кислородными аппаратами, кашляют так ужасно. Там сегодня видишь одну бабушку, завтра ты не видишь эту бабушку. Это было для меня очень тяжелым, я была в красной зоне. Из больницы Виолетта безуспешно пыталась отправить пакет документов для регистрации в качестве кандидата. Врачи игнорировали ее просьбы. А главный врач был единороссом, и он тоже шел на выборы. Это смешно. Это очень смешно. В общем, и в какой-то момент я вижу, что документы поданы на участие в выборах. То есть вам удалось? Но не мои, а его. Благодаря комплексному подходу и сплоченности коллектива мы научились бороться с коронавирусом максимально эффективно. Считаю, что опыт работы в чрезвычайных условиях поможет мне и в качестве депутата городского совета. Аркадий Амозов. Современный подход к проблемам Мурманска. На 9-й день Виолетта объявила голодовку с требованием разрешить ей подать документы в избирком. Я очень себя плохо чувствовала. Я не вставала с постели последние дни. И знаешь, что делали врачи? Они принесли еду мне в палату. Они ставили ее рядом с моей больничной тумбочкой и оставляли ровно на час. За этот час либо я должна была встать и отнести этот поднос, либо он оставался все это время. Я была честна с собой, я клянусь, я ни одной крошки не слезала. Но мне так хотелось, мне так хотелось. Слушайте, ну сколько можно мне приносить еду в палату? Поверьте, мое чувство злости и попытки добиться справедливости гораздо сильнее голода. Когда я начала голодовку, врачи, они просто делегации приходили ко мне в палату, где просили меня сдать ряд анализов. В общем, как и 3 дня назад, я говорю, что есть решение суда, в соответствии с которым я необходимо быть под медицинским наблюдением до отрицательного теста на ковид. Поэтому я настаиваю на тестировании. То есть меня здесь по факту уже незаконно удерживают и не делают тестирование. Я ответила на ваш вопрос? Тест. Тест. Мы вас услышали. Можно теперь послушать вас. По легким чисто дыхание проводится, хрипов нету. Правда? Да. Это было еще в первый день. Да. У вас с дыханием все хорошо. Врачи, вот эти люди, которые оказывают помощь. Ну, мне так всегда казалось. А здесь они ее мало того, что не оказывали, они были соучастниками того общего беззакония, которое творилось по отношению ко мне. И они это знали. И я могла все понять. Ну, то есть я человек довольно сердобольный. Я и ментов понимаю, я и власть понимаю, Господи. Но врачей я не смогла простить. Ну, это травма. Это моя травма, которая, да, разрушила мою веру в людей. Тест. На 10-й день голодовки Виолетте сделали тест на ковид, который оказался отрицательным, после чего сразу выписали из больницы. Итак, вчера мне сделали тест на ковид, результат отрицательный. Не успела я выйти, так меня везут в суд по санитарной статье. В стакане. Меня повезли к следователю, где он мне
вручил обвинение в уголовном преступлении. Якобы я, будучи больна коронавирусом, ходила по городу и заражала людей. После меры пресечения меня снова посадили в машину. И я напоминаю, это был день освобождения моего из больницы, когда я 9 дней не ела. Вообще ровным счетом ничего, только воду пила. И в этом состоянии часов в 10 вечера они повезли меня ко мне домой на обыск. Их главная задача была забрать агитационные материалы. Они все забрали, там листовки, плакаты, штабом тоже мне все забрали. Волонтеров постоянно моих задерживали, то есть они ведут законную агитацию, а их задерживают постоянно. Выборы объявлены, вы пытаетесь задержать нас волонтеров. С вами рядом какие-то непонятные люди, которые не представляют, снимают нас на камеру. Кто все эти люди? Объясните, пожалуйста. Вас как зовут? Вы зачем здесь? Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Ну что же вы такие? Мы все туда не поместимся. Подождите, за что вы задерживаете волонтеров? Объясните, пожалуйста. Нет, они никуда не пойдут, пока вы не объясните причину задержания. Причину задержания. Объясните причину задержания. Сила не применяю, просто... Кто вы? Вы без удостоверения. Почему вы задерживаете человека? Кто вы такой? Представьтесь, пожалуйста. Почему вы без формы здесь никуда не ходите с ним? Что происходит вообще? Простите, здесь сотрудники в форме. Кто вы? Вы полиция. Куда вы их ведете? Куда они должны идти? Почему? Из всей команды Навального Виолетта осталась последним кандидатом на муниципальных выборах. Остальных к этому моменту уже вынудили сняться. В общем, в таком ужасном состоянии я пришла в избирком, и я подала за день до завершения свои документы на регистрацию. Какой тернистый путь у меня был, чтобы добраться до этого кабинета. Это было все так официально, это все было так торжественно, и сами сотрудники избиркома меня поздравляли. С учетом того, как история эта распространилась, все знали, как я боролась за свое место в этом несчастном горсовете. На следующий день меня приглашают в избирком, я не понимаю, зачем. А в этот же день происходит главный судебный процесс над ФБК о признании их деятельности экстремистской. И по решению суда, естественно, все там штабы, сотрудники, волонтеры, которые продолжают любую там политическую деятельность, автоматически считаются экстремистами, потому что они обязаны прекратить свою экстремистскую деятельность. Ликвидирована некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией», а также запрещена деятельность общественного движения штаба Навального. Руководителем структурного подразделения движения в Мурманске, имеющимся координатором штаба, является Грудина В.А. Грудина Виолетта Андреевна утрачивает статус выдвинутого кандидата. Кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Позорники. Принято единогласно. Я уже сказала, что вы позорники. Запомните этот день. Без оскорбления. Это не оскорбление, это констатация факта. Позорники. Буду вашего. Новичком не отравили? Шутка актуальная. Меня снимают с выборов по бумажке из Минюста, якобы я осуществляю экстремистскую деятельность. Я побыла ровно 1 день кандидатом. Я все еще верила, что можно что-то изменить. И мне со всех сторон начали прилетать сообщения, что меня так просто не оставят и что меня посадят. Но я здесь уже не думала о том, что это утрированные какие-то угрозы. Это прям все. Тут по-настоящему было. И посадили Лилию Чанышеву. Алмаз Гатин – муж Лилии Чанышевой, координатора штаба Навального в Уфе. Лилия стала первой соратницей политика, арестованной за организацию экстремистского сообщества. Я еду в город Березники Пермского края. Еду для того, чтобы заранее подъехать к исправительной колонии 28, куда направлена моя супруга, чтобы на месте
подготовиться к ее встрече, подготовить продукты питания для первой передачи, для того, чтобы, когда она заедет, она почувствовала, что я рядом, я ее не оставил, и это придаст ей силы. Ну, я еду, чтобы жить здесь постоянно, пока жена будет находиться. Вот, надеюсь, здесь обустроиться, жить, найти работу, заново с чистого листа начинать свою жизнь. Березники – крупный центр химической промышленности. В этом вечно дымящем городе на Северном Урале Алмазу предстоит провести долгие годы, дожидаясь освобождения жены. Лилия Чанышева закончила финансовую академию при правительстве РФ, сделала успешную карьеру в компаниях «Большой четверки» в качестве аудитора, а в 35 уволилась и присоединилась к команде Навального. Прайс Waterhouse работал после окончания с красным дипломом академии. Потом Deloitte в Уфе. Там заработал и квартиру, и машину. Переехал в Уфу. И после этого что-то у нее там в голове случилось после Москвы, что ее это... Ей, уволилась опять в Deloitte и стала начальником штаба Навального, которого я, конечно, не сильно уважаю. Я, дочь, конечно, был против этого. Она же вернулась из Москвы, то есть могла остаться в Москве, но она вернулась в родной Башкортостан. Вот я хочу заниматься теми проектами, которые будут полезны не только мне, не только близлежащему кругу, но всему городу и республике. Вот так. То есть именно заниматься гражданской защитой. Езжайте дальше! Не ждали! Предатель не будет президентом! Навального в тюрьму! Кыш из Уфы! Не возите его! Спасибо большое, дорогие друзья, что вы пришли. Я очень рад оказаться в Уфе. Рад видеть здесь такую бурную политическую жизнь. Нас совершенно потрясающе сегодня встречали на вокзале. Летели продукты питания. Видимо, местная власть демонстрировала таким образом высокий уровень жизни. Лилия, как координатор, всегда подвергалась большему вниманию и прессингу силовиков. И нам заливали многократно двери клеем, рисовали свастики на здании, на самом фасаде. А сколько раз она подвергалась административным арестам, то есть за публичные мероприятия, за их анонс, за наклейку, за листовку, которую она оставила на соседнем подъезде, причем не на соседнем подъезде, а на доске объявлений. Лилия всегда подчеркивала даже волонтерам, что вешаем только на доске объявлений. Как профессиональный аудитор, Чанышева постоянно вскрывала нарушения в расходовании бюджетных средств, о чем пыталась рассказать на общественных слушаниях в Республиканской думе. Курултай – это местное заксобрание у нас региональное. Мы записались как положено. Все было в порядке, но мы встретили закрытые двери на само заседание. Мы понимаем, что это не единственные двери. И решили попробовать походить, поискать. И, в общем, мы смогли пройти. Они так и не узнали, откуда мы прошли. И мы попали в сам зал. Они решили, что просто не дадут слова. И сказали, все, выступление закончилось. Тут Лилия выходит сама на трибуну и начинает выступать. С выключенным микрофоном, но тем не менее. Меньше воруйте, господа, меньше ешьте на приемах Кадирова, меньше повышайте ему зарплату, перестаньте фальсифицировать выборы и платить пропагандистским СМИ. Вместо этого, вместо этих очевидных способов экономии, вы снижаете расходы на спорт на 2 миллиарда, на культуру почти на миллиард. Руки уберите, руки уберите, руки уберите, я сказала. Не трогайте мой телефон. Дайте я выступлю, это 3 минуты займет. Нет.
Оставьте меня! Оставьте, я сказала. Руки! Вы что, меня выводите, что ли? Ну, фашисты вы определили! Трусы! Она хотела вообще изначально дать нормальный анализ по бюджету, но из-за того, что она понимала, что это скоро закончится, она начала так с политической части, что господа, меньше воруйте, я помню, она сказала. После этого выступления люди, которые занимались идеологической и информационной пропагандой, пишут, что, мол, моя супруга и там ее, может быть, там товарищи и так далее хотели устроить какую-то кровавую баню. Какая кровавая баня? Вы чем? Ростислав Мурзагулов занимался информационным обслуживанием администрации главы Башкортостана Радия Хабирова. После скандала с Чанышевой в Курултае он заявил в интервью «Коммерсанту». Мы рады, что она не смогла выступить и защищать права романтически настроенных людей, которые желают устроить в России кровавую баню во имя подленького хмыря, руководящего их сектой. Теперь Мурзагулов оппозиционер и первый иноагент, получивший этот статус после личного обращения в Минюст. Я никогда не был таким упырем, каким меня обрисовали мои многочисленные друзья и коллеги в всей этой истории. У меня с Лилией Чанышевой был, по сути, один круг общения в Уфе. Но у меня была, конечно, позиция всегда ближе к власти, к элитам. Я считал себя всегда таким системным человеком. И я так посмеивался над ФБК, над Лилией, над ее другими коллегами, которые с ней работали. Потому что я всегда считал, что они вот там на баррикадах, что они такие вот маргиналы, что они занимаются не тем, что в власти, в элитах в стране есть много адекватных людей, и что я вхожу в их число, и что они все равно не дадут страну вести в какую-то муть, в какую-то войну, в какую-то... я обосрался в этом, как вы понимаете, вот в этом мнении. И именно за это у нее просил прощения, потому что вот этот мой снобизм в ее адрес был ничем не оправдан. Потому что на самом деле уровень сопротивления всему происходящему должен был быть чанышевским, а не мурзагуловским. Мы встретились с Мурзагуловым на съезде иноагентов в Берлине. По иронии судьбы, на этом же съезде присутствовал другой иноагент, заместитель Чанышевой по Уфимскому штабу Федор Телин. Ростислав Мурзагулов у нас в республике отвечал за медиахолдинг «Башинформ». То есть это огромный медиахолдинг, куда входит и башкирское спутниковое телевидение, и туда входят радио, газеты, и в том числе разные мелкие сельские газеты. И вот в один момент там вышла такая статья, что штаб Навального растратил 43 миллиона рублей. Штаб Навального в Уфе, только вот один наш штаб. Естественно, даже никакого уголовного дела по этому поводу не было, потому что в реальности мы ничего этого не делали, и у нас отродясь не было таких денег. Вот. И вообще вся эта ситуация, постоянно медийный прессинг про то, что там, мы хотим устроить кровавую баню, вот, что мы экстремисты, что мы нехорошие люди. Письмо Мурзагулова с извинениями Лилия Чанышева оставила без ответа. Скажите, вы не боитесь ареста по прилету? Вас же арестуют по прилету. Меня арестуют? Меня арестуют по прилету. Это невозможно. Да вы отказываетесь проследовать? Нет, он не отказывается. Он хочет проследовать вместе с адвокатом, который у него есть и есть. В противном случае он будет на физической силе специфической. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Держись! Удачи, Алексей! Российской Федерации, редакция федерального закона, Российская Федерация 29.05. Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее. Это Уфа, и толпа все прибывает и прибывает. После возвращения Навального из Германии и его задержания по всей стране прошли массовые митинги протеста. Лилия не смогла принять в них участие. Ее задержали при выходе из дома. После того, как наступает февраль, по-моему, 8 число, она еще сидела в спецприемнике. Я прихожу с очередной передачей и делаю ей предложение. Я попросил у нее прощения, что делаю предложение, в таком месте. Вот. Она сказала «да». 17 апреля было просто самый лучший день в нашей жизни. Мы гуляли по нашему городу, по Старой Уфе, по Новой Уфе. На ней было прекрасное платье, которое она сама заказала. Я купил костюм, это было сумасшедший. До сих пор всегда вспоминаю с улыбкой, потому что
Вы должны понимать, что когда... то есть вот эта фото, белый свет, белые платья, и вот это вот как будто крылья ангела, вот они в этот день, этот ореол вот был рядом с нами. Самый яркий момент вечера – исполнение женихом и невестой танцев в национальных костюмах. Лилия еще не знает, что за день до свадьбы Генпрокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Мы на следующий день уехали в свадебное путешествие в Республику Армения. Но события настолько, опять-таки, были драматичными, что даже в день нашей поездки товарищи в органах в штатском нас бдили за нами. И вот прямо машины, экипажи, люди, то есть все за нами следили. И я говорю, ну когда же они успокоятся? Я говорю, давай уж не будем на это обращать, потому что это был день свадьбы, но чтобы не расстраиваться. Валикджан, у нас в Дилижане кухня, открываешь простой кран, вода течет, второе место занимает в мире. А первый видела где? Нет, в Сан-Франциско. Обо чем? Ты сначала подумай, а потом говори. Все. Сразу после иска Генпрокуратуры команда Навального объявила о распуске сети штабов. В июне суд признал их ячейками экстремистского сообщества. Чанышева объявила, что временно прекращает общественно-политическую деятельность. Она вышла замуж, мы создали семью. Мы нацелились на то, чтобы стать родителями. Поэтому вот здесь на чаше весов, с одной стороны, вот ты отказываешь, но с другой стороны у тебя есть семья, любовь. И возможно, что это, с одной стороны, было для нее и не так тяжело. Я уехал в Грузию, поскольку я ожидал, что они могут начать преследовать бывших сотрудников. Лилия уезжать отказалась категорически. Она просто была против этого. Может быть, она отчасти недооценивала, что силовики пойдут на такое. Но сейчас уже стало понятно, что вообще вся эта кампания, она шла как раз к тому, чтобы Путин все-таки готовился к вторжению в Украину. Конечно, это было... Просто нужно было устранить самых вот людей, которые будут не согласны однозначно с решением убивать мирных людей в другой стране. Семейное счастье продлилось полгода. Пара мечтала о ребенке. За Лилией пришли 9 ноября 2021 года. Главное, чтобы люди любили друг друга и любимые люди были рядом. Так ведь? Да. Я проснулся от того, что в спальне у нас стояли автоматчики в балаклавах. Вот. А в дверь, я так понимаю, они раньше начали ломиться, а супруга уже там оделась и открыла им дверь. Я своей рукой, скажем так, сказал супругу: стань за моей спиной, потому что я говорю, вот после того, как мы прошли перинатальный центр и так далее, то есть у нас состояние и понимание было того, что моя супруга находится на ранней стадии беременности. Вот эта мысль меня больше всего. И я, как говорится, отодвинув ее за стену, был готов принять любой удар прикладом, сапогом, любую ярость на себя. Но обследование, которое она провела уже в СИЗО-6, их врачи показали, что, к сожалению, этого нет. Вы действительно хотели бы все-таки, чтобы, несмотря на весь этот кошмар, она бы забеременела и родила? Да. Да. Даже несмотря на то, что шло бы следствие, она была беременна, родился бы ребенок. Да, ребенок был бы рядом с ней. До 3 лет, в принципе, законы позволяют до 3 лет ребенок рядом с ней. Это была бы частичка нашего друг друга рядом с ней. Было бы тяжело, было бы больно, но пусть так. Спасибо большое всем за поддержку. Чувствую себя в порядке. Слежу за событиями, которые происходят на воле. И, не знаю, даже вот нет слов иногда прокомментировать то, что происходит. Все, выходим, 30 секунд прошло, все, выходим, давайте выходим. Выходим, пожалуйста. Кому говорят? Все, прекращаем съемку, выходим. Лилию увезли в Москву. Алмаз последовал за ней. 1,5 года он видел жену только мельком в коридорах суда. Следователь не давал звонков и свиданий. Процесс закрыли. Силовики пытались добиться от Чанышевой обвинительных показаний на Навального.
Лилия отказалась оговаривать Алексея и признавать себя виновной. Меня очень, как сказать, обеспокоили публикации Вадима Кобзева о том, что вас снова начали притравливать и проблемы сложные, ничего раньше не было. Я вообще в переживаю. Не думай, уж ты-то точно не думай обо мне. Ты думай про себя и про прекрасное Россию будущего, которого добьемся. И благодаря таким, как ты, мы точно это сделаем. Ты просто, на самом деле, я тебе хочу сказать, что ты просто переменный. То есть я в тебе не сомневался никогда ни на одну секунду, но просто вот как ты себя ведешь, это прям вообще просто супер. Я ужасно рад, что я вообще с тобой знаком. Я тоже рада, что с вами знакома. И горжусь. Сказал человек, который за меня сидит в этой клетке. Горжусь своей работой. Тем, что я делала. Я тебе хочу сказать, что ты огромное количество людей вдохновляешь, огромное количество женщин, что очень важно, потому что просто ты герой. Вы нам тоже нужны, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы выжить и... Да, все будет нормально. Если меня новичком не отравили, как-то я выкарабкаюсь. Самое интересное, что наши вообще в целом политзеки, и Лилия в частности, они обладают какой-то вообще фантастическим чувством оптимизма и веры в будущее. Она всегда говорит, чтобы люди не вешали нос. Понимаете, этот человек пишет из заключения, из решетки. Вы очень нужны мне, вы очень нужны другим политзаключенным, и вы очень нужны нашей несчастной стране. Но я тоже не буду опускать руки, и я считаю, что вместе мы сможем сделать Россию свободной, мирной и человечной страной. Вот. Очень вас люблю. Ее дело станет показательным, скорее всего, потому что она вину не признала, она деятельность структур Навального экстремистскими не признала, она отказалась предать себя и товарищей, и за это она может понести такую вот ответственность. Выявлял недостатки, коррупцию в нашей республике, дороги, все, только всеми недостатками только и занималась, больше ничем. И все это посчитали экстремизмом. Я вот просто понять не могу. Если ты выявляешь недостатки в своем государстве, в своей республике, и это считается экстремизмом. В июне 23-го Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам по обвинению в организации экстремистского сообщества. Срок отбывает в ВК-28, где учится в ПТУ на швею. Все это время рядом с ней Алмаз, муж декабристки, как он сам себя называет. Пару лимонов, апельсины, яблоки. Передачи проходят 2 раза в неделю, вторник и четверг. Ей по состоянию здоровья очень нужно белковой пищи, плюс кисломолочной пищи. Вот стараюсь это все свежее передавать. Плюс стараюсь ее ассортимент все время самостоятельно менять, чтобы питание было сбалансированным. Большую часть времени Алмаз сидит дома за ноутбуком, пока выручает удаленка. Разослал резюме в десятки предприятий в Березниках, но до сих пор не получил ни одного ответа. Несмотря на все эти тягости, фундаментальным является то, что человек остается сильным, женщина. Не сдалась, не сломалась, не считает себя виновной и понимает, что ей 42 года исполнилось, и возможно, что она не сможет стать мамой. И это очень больно и тяжело. При этом моя супруга остается сильной. И повторю ее слова, которые были сказаны в завершении дня, когда мы познакомились. С этими словами я живу по сей день. Выбор – то, что определяет твое будущее. Она сделала свой выбор. И цените тот свет надежды, который идет от сердца моей жены. Темные времена пройдут. Но каждый должен услышать слова моей жены. Выбор – то, что определяет твое будущее.
По окончании колледжа Егор поселился в Филадельфии, снимает квартиру вместе с 5 другими выпускниками. Если ты присмотришься на первый этаж, на всех окнах висят решетки, чтобы не лезли в окна. Мы с Гидоном заехали, оба такие, знаешь, верим в человечество. Сняли эти решетки, думаешь, не будем, мы же не в тюрьме живем, реально какой-то спецприемник 2.0. Ну и что ты думаешь, там потом залезли дважды, просто вынесли все ноутбуки, там мою аппаратуру диджейскую, пиздец, да. Повесили обратно? Да. Филадельфия довольно криминальный город, да? Один из самых опасных городов в Америке. Наверное, из больших городов, из городов-миллионников, самый опасный и самый бедный. Я не помню конкретную цифру, но около 30% населения города живет за чертой бедности. И я в том числе, кстати, по статистике. Когда заходишь к нам домой, сразу понять, кто здесь живет, какие люди. Тут предоставлена литература на полке. Анна Харент, The Origins of Totalitarianism и история американского троцкизма. Вот. И делайте выводы сами. Это все книги моего соседа Шон. Его имя. Он, кстати, все очень хотел пообщаться, потому что он такой прям, хочет стать таким американским Троцким новым. И, немножко поехавший на эту тему. И у нас много споров среди молодых, особенно элитных студентов всяких liberal arts колледжей, включая Swarthmore, очень много любят не Путина, а именно Ленина, Троцкого, это изучают, это все читают, в это верят и в этом видят какой-то идеологический романтизм и противовес американской действительности. И я приехал, и оказался самым главным нормисом. Потому что они все такие, вау, ты же политический активист, значит, ты должен верить в наши идеалы. Чем больше они, наверное, меня узнавали, тем больше они разочаровывались. И, конечно же, Шон пришел сейчас. What's up, Sean? Here we are. You want it, you got it. Yeah. I came back from hang out with someone. Okay, cool. I thought it was a date, but it wasn't, but it was fun. Showed your books and telling the history of American Trotskyism. Yeah. Long live Trotsky. Yeah, exactly. I have no hope in Joe Biden and Rishi Sunak, Ursula von der Leyen, or Donald Trump, or any of these people. And obviously, not Putin. I mean, it's Putin. But, I have no hope in whatever this guy that just announced running for president, the liberal guy that goes on Boris Nadezhdin. Yeah, Nadezhdin. I don't think he's gone anywhere. And his opposition to Putin on a capitalist basis is not going to be what it takes to bring in the massive working class Russians who suffer from this war but are bought into Putinism because they see no other alternative. Nadezhdin is not going to be the one to bring that. So, look at that guy. What a natural. Sean Emery, everybody. Здесь комната главного еврея, моего любимого друга Гидона Каминера, который сейчас в Израиле. Там же палестинский флаг. Не мешай, видишь, палестинский флаг, там какой-то там, еще еврей. Как ты это объясняешь? Он американский еврей. Да, американский еврей, мама у него израильтянка. Он свободно говорит на иврите, поддерживает Палестину. Его отец тоже очень богатый, успешный человек, все университеты мира заканчивал, и он, конечно же, за Палестину. Но у меня не так интересно в комнате, потому что, опять же, я живу, будто бы я перееду через 3 дня, но так на самом деле не происходит уже давно. Вот это моя комната. Здесь очень, очень пусто, даже это есть эхо. Я когда начинаю убираться, я осознаю от того, насколько здесь пусто, потому что появляется эхо. Вот здесь я живу, существую. А правильно ли я помню, что вы планировали куда-то за границу поступать? Да, планировал. Я поступил в очень хороший университет. Я там буду учиться Computer Science и экономике. А потом хочу на PhD в Гарвард заниматься электронной демократией, вдохновившись прекрасными трудами Леонида Волкова. Как-то так. Надеюсь, что у меня получится уехать спокойно учиться и потом чуть-чуть улучшить Россию как-то своими работами.
Вот. Ты планировал стать айтишником. Почему ты не в условном Гугле? Да, ну, опять же, сейчас это такой, да, все-таки непростой вопрос. Когда ты учишься среди умнейших детей Америки, соответственно, планеты, то просто, ну, типа, на шару все сдавать уже недостаточно. Когда тебе там домашка, это 30% твоей оценки. Ну, для меня это был шоком, да, там я последний год в школе экстернатом вообще учился. У нас был такой немножко такая сделка, да, это что я в ЦРОДе был, в Центре развития одаренных детей, как-то был таким амбассадором моей средней школы, это было им достаточно, но когда вокруг одни лучшие люди, то вот этот вот один лучший человек, он по определению средний, понимаешь? И, конечно же, это тоже удар по эго огромный. Наверное, вот эти года для меня это самые тяжелые года в моей жизни. Вообще компания Навального не стоит рядом по сложности с тем, что ты должен просыпаться утром, идти на урок, сидеть, писать эти там пруфы, решать математику, то есть сидеть и как бы вот эти домашнюю работу постоянно делать в какой-то тишине абсолютной, когда нет какого-то драйва, и ты не понимаешь вообще, зачем это нужно. И то есть я понимал, что, наверное, вот эта работа в Гугле, это не про меня на самом деле, но вот оно меня не штырило. Егор закончил колледж с дипломами по экономике и когнитивистике, но работает пока официантом. Хожу на работу в боулинг, где я разношу еду достаточно бедным людям в центре Филадельфии, в боулинг-центр, который называется Lucky Strike. Временная работа, которая немножко уже подзатянулась. Я работаю, мне этих денег хватает на аренду жилья, какие-то минимальные деньги купить еды, сходить в спортивный зал, купить какую-то, не знаю, музыку, долги раздать, но вообще по минимуму. Ну да, и мне приходится на данный момент этим заниматься, пока я ищу какие-то другие работы. Постоянно какие-то у меня интервью, собеседования, я вот дохожу до какого-то момента, и, к сожалению, мне отказывают. И по специальности тоже? Да, по экономике я делал исследования по экономике, работал с профессором в университете, но на практике это просто все очень скучно. Я уже, не знаю, пот появляется на лбу, когда я думаю, какой-то такой Excel-щит работы, где ты сидишь, ты должен считать, там, 800 минус 600, корреляция и так далее. Для меня это очень... Строить модели, да, это не про меня, это про моего любимого Олега Алексеева. Оставим это Олегу. Заместитель координатора Калининградского штаба Олег Алексеев уехал из России вскоре после Егора, получив стипендию от фонда Немцова. За год в Праге выучил чешский и поступил в университет на экономику. Современная экономика и финансы, они достаточно математизированные и требуют соответствующей подготовки, и поэтому я выбирал и программу такую, где было бы больше всего математики. То есть я когда смотрел, я хотел что-то прям вот супер жесткое. И вот это была программа в Карловом университете. У меня было 4 семестра матанализа, 2 семестра теории вероятности, 2 семестра эконометрики. В Калининграде Олег учился в университете на юрфаке. За организацию митинга в поддержку Навального его вызвали в деканат вуза. Я подал на шествие по Ленинскому проспекту, и через несколько дней мне пишет секретарь декана, что приходи в универ. И я пошел с включенным диктофоном. И стали втроем, двоечник и декан, на меня давить. В общем, не нужно проводить мероприятия. У вас просто, вы знаете, нет моральных оснований что-то в этом деле предпринимать, поскольку... Есть закон. Нет, закон есть, но вы берете за этот закон такими вот, понимаете, слабыми ручонками, не окрепшими, не имеющими опыта жизненного, не способными повести за собой людей, вы просто хотите покричать что-то. Так что ли? Я, честно говоря, не понимаю, почему возникает вопрос к университету. Вообще меня поражает, что в юридическом институте вообще возможно такое поднятие вопроса. Как бы, по сути, принуждают отказаться от своих убеждений. И
после этого мне пишут из Нового Калининграда. Ну, это правда, вы можете подтвердить? Я говорю, да. Они выпустили частичную расшифровку этой аудиозаписи. Через 6 дней меня вызывают опять в университет и говорят: Олег, ты отчислен. Кладут на стол приказ об отчислении. Руки уберите свои! Что? Что? Уважаемый, что ты ведешь? Я не понял, ладно? Ну как ты? Что ты ведешь? Ты не понимаешь, что я хочу, да? Это моя собственность. Что вы делаете? Андрей, это моя собственность. Вы портите мою собственность. Это моя вещь. Это моя собственность. Это обычная белая бумага. Смотрите, это обычная белая бумага. Вы взяли белую бумагу, я вас поздравляю, ребят. Понятые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Товарищ, не представившийся из правоохранительных органов, утверждает, что в кодексе не написано, что они должны быть в трезвом состоянии. А вот эти товарищи находятся в нетрезвом состоянии, от них пахнет алкоголем. Протокол осмотра. Хорошо. Я доучусь, чтобы с такими, как вы, бороться. В общем, закончил университет. Привет Балтийскому федеральному в Калининграде. Здесь сказано, что я бакалавр экономики. Была стажировка в Райффайзенбанке, там делал какие-то отчеты, а потом я стал понимать, что я хочу какую-то более интересную работу и более высокооплачиваемую. И я стал смотреть уже что-то на full time. И вот так я нашел работу в одной из компаний большой четверки в отделе кредитного риска. Там мы считаем вероятности дефолтов и прочие вещи, связанные с деятельностью банков и не только банков. Ты белый воротничок. Да. Это белые рубашки висят. Да, как тебе? Слушай, я себя достаточно комфортно чувствую в этой роли. Я, в принципе, не чувствую себя сильно привязанным к Чехии. Я потенциально могу там в ближайшие несколько лет оказаться и в другой стране. И образование в этом плане помогает и способствует даже. То есть ты себя чувствуешь сейчас достаточно уверенно? Наверное, самое мое уверенное состояние за последние 5 лет. В этом плане, да. Я думаю, ты единственный из героев этого фильма. Слушай, ну это интересная тема. Здесь можно даже провести параллель интересную с историей про эльфов, про ботафермы в Грузии и Литве. Все мы понимаем, кто там работал. Да, все мы понимаем, что это те же ребята, с которыми мы сталкивались на компании. Да, это те же ребята, которые работали в штабах, это те же ребята, которые волонтерили. И мне пришла такая, наверное, мысль, что многие из них как бы восприняли вот то, что они делали в 17-18 году, как их профессию. Что я теперь буду заниматься только этим, политический активизм навсегда, это все и вперед. Но политический активизм — это не профессия, что политические процессы, они цикличны, не всегда тебе в них есть место, как мы понимаем. Поэтому надо заниматься образованием, карьерой, строить какие-то вещи, делать какие-то проекты. Арест Чанышевой стал последним предупреждением соратникам Навального. Несмотря на подписку о невыезде, Виолетта сумела бежать из России вместе с сыном и собакой. Продолжает оппозиционную деятельность в Литве, теперь в основном в Зуме. Путин в клетке вызвал большой резонанс в Литве и в США и очень хорошо расходился по соцсетям. Хорошее видео и картинку. Креативим на тему акции. Это 21-го? Да. Таким образом, но времени мало, это была мы уже думаем. Потому что митинги за рубежом, они ведь неинтересные совершенно. А помнишь, это говорила про идею сделать куклу Вуду и втыкать в него иголки? Я подумала, что это, конечно, прикольно, но мы замучились в прошлом году папье-маше таскать. Здесь нет речи об активизме, речь о выживании. Ну, то есть люди заняты поиском работы, каких-то материальных благ, тупо говорят, для того, чтобы выжить. У меня в этом плане
другое видение, нежели чем у моих бывших коллег. Я считаю, что нужно помогать людям, которые уехали. А то, что я сейчас вижу, это больше похоже на политическую борьбу между оставшимися оппозиционными силами. Мне не нравится, что мои бывшие коллеги окружили себя ореолом недоступности. Недоступности критики, просто обсуждения каких-либо их действий. Они считают, что если Навальный в тюрьме, это дает им презумпцию невиновности абсолютно во всех делах и невозможности просто обсудить то, что они делают. Я не хочу ни на кого набрасывать, я люблю всех своих коллег и благодарна лично Волкову за то, что он мне помогал. И в тяжелое время тоже мне помогал неоднократно. Но я не считаю, что я должна засунуть язык в жопу, и мнение, даже которое им не нравится и с чем они не согласны, не должна озвучивать. Виолетта готовится к митингу 21 января в поддержку Навального и других российских политзаключенных. Организатор акции – ФБК. На нашу просьбу об интервью неформальный руководитель фонда Леонид Волков ответил отказом. Никто из других представителей организации общаться с нами на камеру не стал. Леонид, здравствуйте. Хочу спросить, почему не разрешаете снимать вас? Меня волнует, что... Снимайте публичные мероприятия. Нет, я про ФБК. Потому что у нас политическая организация. И? У нее есть политические цели, задачи и видения. И мы, исходя из них, определяем, что нам в этом момент нравится и хочется, а что не нравится и не хочется. Ну так объясните, почему не хочется. Все-таки про ваших ребят снимаем. Ну, вы сейчас снимаете, а я не давал на это согласие. Мы так же не делали. У тебя есть цель делать классные фильмы. У нас есть цель там вести нашу политическую работу. Иногда эти цели когерентны, а иногда не очень. То есть... Вот. Так бывает. В этом нет никакой драмы. Это никак не связано с каким-то личным отношением. Просто вот у нас сейчас есть такое ощущение, что для нашей политической работы лучше, если мы не будем давать комментарии для этого фильма. Алексей всегда о том, что он проходит, говорит как о той работе, которую он делает, которую он должен делать сейчас. И эту же страшную тяжелую работу делают Лилия Чанышева, Ксюша Фадеева, Вадим Останин, Даниэль Холодный, другие наши политзеки, Илья Яшин, Алексей Годинов, Владимир Карамурза и многие-многие другие. Мы постараемся в 2024 году сделать как можно больше классной, разной инфраструктуры для агитации, для борьбы с Путиным, для нанесения ему вот тысячи бумажных порезов. А вы давайте присоединяйтесь и режьте. Режьте, давите его, мочите его. Ну сколько можно уже в конце концов? Нам нужна ведь Россия без Путина? Нужна. Ну, значит, будем ее добиваться. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Мне показалось, что это попытка вселить в людей какую-то там надежду или их как-то воодушевить, но не получилось. Ну, вот это ровно то, чего мне конкретно не хватает на вот этих заграничных митингах. Почему я все меньше на них хожу. Ну, и я, наверное, даже больше склоняюсь к тому, что они действительно сами не верят в то, что говорят. Уставшие, замученные, истырканные со всех сторон, закритикованные, закрытые. Но раньше, когда я с ними работала, я всегда чувствовала эту веру, что, несмотря на все вот эти темные времена, где-то там все равно будет все хорошо. Ну вот письма Навального я читаю, он в ужасающих условиях находится, но даже в этих ужасающих условиях он может найти самые правильные слова. Пусть что про инопланетян, там, про какие-то лодки или там про еду эту мерзкую тюремную. Я ему верю, потому что я чувствую эту искренность. И сейчас вот этой искренности, ну вот нет. Как только штабы закрылись, такое ощущение, что вся жизнь пошла под откос. Бейджи. Значит, по бейджерам. Угу. Так вот, бейджики обсуждают. Вот. И закрытие штабов для меня было такой личной трагедией.
А просто я даже не знала, что в моей ситуации делать дальше. Я понимала, что меня никто на работу не возьмет. Ну, это все, как бы... Ну и все, конечно, в конечном итоге это все привело к эмиграции. Значки. Это вам, иностранным агентам. Значки же красивые были. Вот, по связям. Вы знаете, что в следующем году, в марте 2018 года, пройдут выборы президента? Слышали? Конечно. Есть такой кандидат Алексей Навальный. Слышали о нем что-нибудь? Так, издалека. Издалека? Да. Вот его политическая программа специально для вас. Держите. Надеемся, что Путина больше не выберут. Не выберут? Да. Он же еще не это самое. Не старый еще. Ну, дело не в этом, понимаете. Он стоит 17 лет у власти, можно сказать. Он сейчас, он хорошо стоит у власти. Нам очень нравится, как он сейчас ведет себя. Ну, разве вот, потому что у нас низкие зарплаты, там, пенсии маленькие, это разве хорошо? Низкие зарплаты. Можем жить намного лучше. А при вот этом... Навальный. При Навальне будет лучше? Вы в 2017 году, команда Навального, вы пытались каким-то образом перетянуть на свою сторону народ, да? Я помню, ты ходил по своей Тульской области, ездил, агитировал. Как ты оцениваешь ваши успехи? Ну, не то, что вообще не получилось, я бы сказал так. То есть, ну, может быть, мы кого-то там сагитировали, на кого-то это сработало, там, да, то есть... Но в подавляющем большинстве даже тогда уже было видно, что люди, ту информацию, которую ты им даешь, она отторгалась даже тогда. То есть люди вообще не хотели тебя слушать. Может быть, даже кто-то из них даже понимает, о чем ты говоришь. То есть они понимают, как бы, суть, о чем это, почему ты это делаешь. И что они, может, даже с тобой согласны. Но они настолько боятся изменений, что они говорят, а вдруг станет хуже? А вдруг вот сейчас вот у нас, как бы, там, условно, в доме трещина, у нас придут и скажут, типа, вы тут что-то еще, значит, это самое, за врагов народа хотите это самое, мы сейчас вот там устроим. Да? И вот они этого боятся. Или боятся, что сейчас власть сменится, и как бы Путин, херово, а вдруг там Навальный вдруг будет еще хуже. Этот наворовал, типа, да. уже, да. А тот будет еще больше воровать. Типа, этот хотя бы ворует, мы уже знаем, сколько он ворует, да. Типа, он берет там эти самые там денежки. Удивительная логика, конечно. Ну, удивительная, но при этом она непробиваемая. Я уже и так разговаривал. Не пробить вообще никак. Есть такой кандидат, Алексей Навальный. Слышали о таком когда-нибудь? Слышала. Вот возьмите газетку для вас специально. Нахрен он нам нужен? Почему? Вот дерево падает, вот это все падает, и нахера он нужен, нам все равно ничего не делает. Ну, так это же при Путине. Ну и что? А Навальный что нужно делает? менять власть. У нас, слушай, понимаете... Сынок, слушай, ты меня извини, пожалуйста. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Нам нихуя не делают, грубо сказать. Не, ну почему? Потому что у нас власть одна и та же. 17 лет уже. 17 лет одна и та же власть. Ну и пускай будет. Ну так вы же сами говорите, вон плохо. А сколько вы получаете пенсию? Мало, наверное. У нас пенсия 10 тысяч. Ну вот это разве... А он что, больше даст? Конечно. Сколько он наворовал? Он не воровал, а сколько? Еще нет, значит будет воровать. А почему? А потому что они все там. Люди не верят просто уже никому. Но нужно сделать, чтобы поверили. А слышали что-нибудь про Алексея Навального? Нет. Не слышали? Вот. Алексей Навальный – это народный кандидат. Нет, мы за Путина. Понятно. Я за Путина! Слава Путину! И вот как бы, мы это видим на примере войны, типа на примере этих там мобилизаций, да. То есть, почему люди идут воевать? Потому что они хотят умирать или убивать украинцев. Ну, может быть, кто-то и хочет убивать украинцев из-за той же пропаганды, опять же. Но по большому счету, как их завлекли? Деньги. То есть, когда ты работаешь на заводе там, с 8 до 8, приходишь весь черный, уставший, тебе это дают там 35 тысяч, и ты там ничего не можешь купить. И тут тебе говорят, вот ты там, в окопе посидишь, типа полгодика, и у тебя на полгодика там каждый месяц 200 тысяч. Они 200 тысяч в руках хотя бы держали, да нет. В этом-то и прикол, что люди просто, все, это как бы русского человека очень легко купить в этом плане, очень легко. Как это вообще? То есть ты убиваешь людей ради своего блага. То есть какой можно сделать вывод о российском народе? Что, все, это дно с него уже не постучат, к сожалению. И кто в этом виноват, непонятно. Не вздумайте участвовать в этих выборах.
так как выборы отсутствуют. И это факт. Вот, выбирайте. Вот он, выбор ваш. В тульском штабе Навального у Филиппа был соратник и приятель Иван. Отличался особым бесстрашием и авантюризмом. Развлекуха еще там. Вот сосед мой. Сосед. Всем привет. Скажи, что я побежал. Я побежал. Давай, все. Побег из спецприемника. Пожалуйста. Иван – единственный из героев фильма, участвовавших в кампании «Кто остался в России», и единственный, кто отказался от съемок. Изучите политическую программу Алексея Навального, этаж кандидат от народа. Это первый кандидат. Возьмите обратно. С 2016 года я абсолютно аполитичный вообще. То есть вот этот год был веселый и все, короче. Ты как-то разочаровался, что ли, в этом всем? Да нет, не разочаровался ни в чем. Просто как был вот период увлечения этого и все. Вот. Ну, ты был одним из самых таких страстных героев, я просто помню, что ты же там и про Майдан рассказывал, и про все, и как на тебя это все... Да, весело было. Вот так. Что-то... Ну, мне просто хотя бы... Ладно, хорошо, просто объясни мне, что-то на тебя повлияло, после чего ты перестал вообще верить в это все и участвовать в этом? Да не то, что перестал верить, просто, понимаешь, был такой год романтики в жизни, увлечения, и все. А так я как живу жизнью своей, так и живу дальше, и все. Ну, в стране-то так как бы количество мрака, по-моему, только увеличилось с тех пор. Ну, естественно. Но ты как бы решил, что с этим ничего не сделаешь, да? Да нет, я вообще не думал об этом, и все, просто год был такой вот, и все. Как можно об этом не думать? Ну ты вот помнишь этого человека, которого ты встретил с сиськой пива? Твоего одноклассника. Ты же с ним так спорил, а сейчас ты говоришь, как он. Ну, не как он, я говорю. Ну, а смысл, что? Ну, а что от меня? Что я могу сделать? Что я могу сделать, скажи? На митинг пойти? Да какой митинг? В тюрьму, и все. А можешь спросить, тебя сколько ты будешь голосовать на выборах 2018 года? Нет, ответь на вопрос, сколько голосовать будешь? За Путина. За Путина. Вот смотрите, яркий пример. Естественно, я тебя кончу сейчас. Естественно, он будет голосовать за Путина. Ладно, увидимся. Давай. Давай, счастливо. А я другого ответа и не ждал. Ну ладно, на самом деле. Что у тебя? Явно не за Путина. Алексей Анатольевич Навальный. Не слышал ни разу? Ну, обязательно забей на ютубе, посмотри его ролики, и ты больше за Путина голосовать не будешь никогда. Ну, я обещаю тебе. Кто знает. Вань, да. Ты мне Путин хороший. Давай. Ну вот. Давай, а то опять, блядь, дозор. Давай, счастливо. Все это было искренне, и мы верили в это. Когда люди во что-то верят, это очень хорошо. Но сейчас получается, что ты просто в это уже не веришь, да? Ну, я же адекватный. Адекватно, просто оцениваю обстановку и все. Ну да. Что единственное, что в данной ситуации может сделать, это просто сесть в тюрьму и все. Ну или уйти просто в частную жизнь, да, как бы вот, как, я так понимаю, Ну, вот это твой выбор сейчас, да, ты просто ушел. Да. Уезжать отсюда я не хочу. У меня здесь родные, у меня здесь друзья, у меня здесь семья, у меня родные места здесь, и мне это важно. Ты знаешь, что ты единственный вообще из героев, ну да, по-моему, кроме Алексея Навального, единственный, кто остался в России, все уехали. Ну, вот видите, поэтому как бы и они могут участвовать, а я нет. Это же логично, Андрей. Логично. Ну да, мне жить здесь все равно. Понимаешь, если в то время с нами там хотя бы разговаривали, там арестовывали на 5 суток, то сейчас уровень радикальности вырос намного, и могут просто на годы бросить в тюрьму. Экс-координатору Томского штаба Навального и депутатке местного заксобрания Ксении Фадеевой 32 года. Эту хрупкую девушку российская власть приговорила к 9 годам заключения. Какой-то бунт внутренний, который мне был совершенно непонятен. Я другого склада, я скорее наоборот так вот в сторону там какой-то, не знаю, тревоги, вот не лезть лишний раз, ничего такого. А у нее какой-то вот наоборот, когда несправедливость, когда чего-то делается неправильно, все, так не должно быть, за это надо бороться. И, короче, вот там какой-то этот внутренний
Халк просыпался. Неудивительно, что девушка с обостренным чувством справедливости оказалась в конце концов в команде Навального. Власть сразу же дала понять, как она к этому относится. Первый раз, когда Алексей Анатольевич приезжал в Томск, это, знаете, мимо нас не прошло. Ксения тогда у нас еще жила с нами. Вот, и мы проснулись утром, стали собираться на работу, как обычно, и столкнулись с тем, что мы не можем выйти из собственной квартиры. Не открывается дверь. Утром собиралась выйти с собакой и погулять. Собственно, не смогла открыть дверь, хотя замки все были открыты. Попросила подругу прийти посмотреть, в чем дело. Скинула из балкона ключи. Она пришла и сказала: у тебя вся дверь в пене. В этот момент у меня молодой человек подъехал и сказал, что у тебя машина испорчена. В краске лобовое стекло у меня было, колеса проткнуты, капот в краске, крыша в краске и запененные выхлопы. Встреча пассажиров с ограниченными возможностями здоровья производится в зоне прилета. Где вот вы? Все, что у них есть, это немножко монтажной пены и 2 яйца. Ну, как сказать, немного. Много монтажной пены. Окей, много монтажной пены. Я не знаю. У нас же в Нижнем Новгороде это началось. Это, видимо, какая-то была там совещание у Путина. Они сидели, думали: боже мой, что нам противопоставить? Что же делать, что же делать? И кто-то сказал, там какой-то умный, ну не знаю, Кириенко, кто-то: пена. Нам поможет пена, блин. Товарищ подполковник пришел поприветствовать нас от лица администрации. Подполковник полиции Синев Дмитрий Геннадьевич. Заместитель начальника полиции по охране общественной безопасности МВД России по городу Томску. Поступило сообщение о том, что в этом здании бомба находится взрывное устройство. А смотрите, как будет классно, когда всех волонтеров Навального бьет взрывом одной бомбы. И прекрасной России будущего, товарищ подполковник. Вы будете заниматься тем, что ловить преступников, а не заниматься фигней. Видите, смотрите, сколько вы согнали сюда. Это было дело ее жизни, а не просто работа. Она прям вот вся туда. И прям вот хотелось, и там она могла не уходить, и там, не знаю, допоздна тусить в штабе, что-то делать. Представляем вам время. 15 минут. Для того, чтобы покинуть данную площадь. Своими действиями вы нарушите Конституцию. А как же Конституция? 31 статья Конституции гарантирует нам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, шествия, пикетирования. А Конституция выше законов. Он нам не царь! 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 Внешне это маленькая, хрупкая девушка, но с внутренним стержнем. Действительно, как бы такие люди вдохновляют. Она вот правда из таких людей, кто не падает раньше выстрела. Вот, она боец, да. И при этом очень веселая, очень такая позитивная девушка. То есть, ну, правда, с ней легко и приятно общаться. Видите это поле? Его площадь составляет 105 гектаров. Еще хватит смеяться, что смешного. Видите это поле? Может быть, вы включите, я успокоюсь в какой-то момент. Видите это поле? Нет, не надо. Чуть-чуть не выключайте, сейчас все будет. Или не будет. Так, ладно, хватит. Так, может, я по делам съезжу, приеду, да с ней. Летом 20-го Ксения Фадеева и ее заместитель Андрей Фатеев выдвинули свои кандидатуры на муниципальных выборах в Гордуму. Навальный приехал в Томск, чтобы снять расследование о коррупции в сфере ЖКХ и поддержать таким образом своих соратников. Чем ты принципиально отличаешься от единоросса? Вот шило на мыло. Чем отличается Ксения Фадеева от физиономии из коммунальной службы, которая сейчас сидит? Ну, кроме того, что внешне я чем-то отличаюсь.
безусловно, в лучшую сторону. Но я избиратель, тем не менее, как-то вот мне нужно что-то еще. Абсолютно независимо действующей власти. Наверное, я доказываю это на протяжении последних, уж как минимум 3 лет, когда я работаю в штабе, тем, что я их не боюсь. Сколько нужно людей, сколько нужно вообще жителей, чтобы переизбрать всех единороссов? Прям всех выкинуть? 1030, около того. 30 тысяч? В умном голосовании. На полмиллионный город нужно всего лишь 30 тысяч избирателей для того, чтобы грохнуть да, где-то так. Надеюсь, всех единороссов. Угу. Да. Соберем? Надеюсь. В этот момент сотрудники ФСБ уже, видимо, получили приказ отравить политика. В самолете на обратном пути из Томска Навальному станет плохо, он впадет в кому, из которой выйдет уже только в Германии. По Томску могу сказать, что вот это отравление Навального, оно сторонников скорее мобилизовало. Вот. А следующий важный момент был, когда все-таки вышло расследование за неделю до выборов. И это расследование очень сильно разошлось. И люди просто на следующий день, люди подходили на кубы такие: мы посмотрели, все правильно, мы за вас проголосуем. То есть у нас 27 избирательных округов в городе. Кандидаты умного голосования победили на 19. Ксения и Андрей стали депутатами, а Томская городская дума – единственной в России, где единороссы оказались в абсолютном меньшинстве – 11 из 37. Фадеева вошла в комитеты по городскому хозяйству и по бюджету. Несмотря на весь примененный административный ресурс, Единая Россия на этих выборах набрала 24% голосов. Для сравнения, 5 лет назад единороссы набрали 52%. Поэтому, уважаемые депутаты от Единой России, теперь вы оппозиция, вас меньшинство. Мы, безусловно, будем ко всем прислушиваться. Но мы, независимые депутаты, в первую очередь будем работать в интересах томичей, а не чиновников или коммунальных монополий. Когда Лилю задержали, стало понятно, чего будет дальше, чего ждать остальным. Тогда, по-моему, уехали примерно все. Примерно все уехали, кроме Ксюши, все верно, да. Все ей говорили, все ей вынесли мозг про то, что уедь. Хотя бы временно. Навальный уже тогда не мог, но все, кто остался из высших, они все писали: Ксюш, ты ждешь чего? Ты думаешь, что это было такое? Одного посадим, остальные пусть бегают, что ли? Короче, она просто не хотела уезжать. И вот когда ты не хочешь делать, но тебя как будто заставляют, ты сопротивляешься руками и ногами. Вот это было вот так вот. Я хочу стране добра, почему я должна уезжать, а не они? Если не учитывать реальность, то звучит логично. Если учитывать реальность, то вообще вопрос, человек в себе, не в себе. Она говорила о том, что я куда мне ехать, меня только избрали депутатом, я хочу работать как депутат, и я буду работать как депутат. То есть она говорит, как так, люди за меня проголосовали, а я вроде сейчас тут их кину и поеду. То есть это ее позиция была, принципиальная. За Ксенией пришли накануне Нового года. Целый отряд вооруженных до зубов спецназовцев. Мы на даче, дача, на которой мы с детства, место, которое мы обожаем, и просто это, половину, не знаю, жизни нашей, наверное, там проходит. Мы делали вечером венки, мы набрали еловых веточек, у нас там лес рядом, шишек, вот эту всю красоту, чтобы делать веночки новогодние. В 6 мы проснулись громко очень было, лом по железной двери, у них хорошая такая железная дверь в доме, и когда металл по металлу бьет, это ужасный звук. Мы проснулись от этого. Все, как у них планируется, все сработало, этот шок. Ты теряешься, ты не понимаешь. У меня еще была версия про то, что нас пришли грабить. Полиция зачем-то выломала железную дверь, хотя они там не собирались забаррикадироваться. Но это было 7 утра. 2 девочки в маечках и в трусиках, и 12 космонавтов. Они мимо меня проходят, то есть я так отошла в сторонку, чтобы они меня не сбили. И вот так мимо меня проходят. Ксюшу приехали брать. Да, самую страшную преступницу, 42-го размера одежды и 1,60 м ростом. Вот такую вот. После предъявления обвинения Ксению Фадееву оставили на свободе, нацепив браслет, запретив пользоваться интернетом и общаться со всеми, кроме родителей и адвоката.
На день рождения Ксении в феврале 22-го друзья устроили под ее окнами праздник. Фадееву обвинили в организации экстремистского сообщества. Следствие длилось более 1,5 лет. Осенью 23-го процесс объявили закрытым, а Ксению отправили в СИЗО. Скажу так, она никогда не призывала свергать власть насильственным путем, никогда не призывала бросать коктейли Молотова или что-нибудь в этом роде. Насколько я помню, ни на одном митинге не было ни беспорядков, ни битья стекол, никаких драк, ничего такого. То есть это все было достаточно контролируемое. Отпускай! 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 И даже там какое-то шествие было по проспекту нашему Ленину, куда-то там на другую площадку. И Ксения писала, что в Инстаграме потом описывала, что и спасибо полиции за отличную работу, и спасибо всем участникам митинга, что там никто не вылез на проезжую часть, соблюдали светофоры. Ну да, то есть мусорки не переворачивали, машины не поджигали там. Ну да, не кидали ничего друг друга. Даже пластиковые стаканчики. Да? Куда поедемте? То есть мне непонятно, в чем заключается ее экстремистская деятельность. И узнать мы это наверняка не сможем, потому что суд был закрыт. И, видимо, это одна из основных причин закрытия суда, что, собственно, узнавать-то было, наверное, и нечего. Судья дал на предоставление доказательств почти 4 месяца стороне обвинения и 4 дня защите. Как только мы перешли на стадию защиты, как только сторона обвинения закончила представление доказательств, суд начал прогонять процесс. Нам было в ультимативной форме сказано, что работаем мы с утра и до ночи. Был момент, когда из-за усталости Ксении Владиславовне стало плохо, ей вызывалась скорая помощь, причем 2 раза она в суд вызывалась. Ходатайство стороны защиты о допросе свидетелей, в том числе явившихся в судебное заседание, они отклонялись. Получается, приговор был в пятницу. 29-го я так еще прожила, 28-го обыск, 29 декабря, короче, ровно 2 года. Как символично. Второй Новый год они испоганили. Мне и ее семье еще куча людей. Это тоже, да, надо иметь какой-то вот, этот садизм. Судья Худяков приговорил Ксению Фадееву к 9 годам колонии. То, что происходило в этом процессе, ничего общего с правосудием не имеет. Последнюю неделю фактически над нами просто издевались. Принцип состязательности в уголовном процессе был грубейшим образом нарушен. Еще раз повторюсь, приговор я считаю незаконным, необоснованным, несправедливым. Но если я буду говорить дальше, меня, наверное, посадят рядом с Ксенией Владиславовной за экстремизм. Там же был приговор, после этого были январские праздники, и не работала почта, и поэтому, там дней 10 у нас вообще не было связи, я не знала, как она после приговора. Значит, пока я все эти 10 дней рыдаю с разной периодичностью, потом наконец-то приходят от нее письма. Чего вы все плачете? Я же не умерла, меня же не к расстрелу приговорили. Да, неприятно, посижу сколько-то лет, да, не курорт. Что такого-то, думаю, ты вообще, ты нормальный человек, нет? И такое-то правда дурацкое, с одной стороны, она же правда не умирает, Говорим, как будто умирает, но она же не умирает. Но при этом как будто-то и умирает временно хотя бы. Я пыталась ей объяснить, говорю, мы про это плачем, потому что, на сколько-то лет ты умираешь для нас. Ты там есть, но ты там. Эта жизнь, все, она как бы без тебя теперь. Масло. Щетка зубная. Мягкая. 1 штука. У нас появились такие неожиданные хлопоты, как передать посылку в СИЗО.
или там записаться на свидание. И нас очень сильно огорошили, когда мы собирали первую передачу, сказали, нужно приезжать в 5 утра. С первого раза мы передали, наверное, меньше половины передачи. 40%, да, там это нельзя, Потому это нельзя. Мы не знали, что можно передавать, что нельзя, как это делается. А сейчас мы, в общем-то, уже поднаторели. И вот вчера жена сдала передачу, 100% прием, так сказать, некоторые достижения. Да, я горда собой неимоверно. Спасибо. Вы правильно говорите, хрупкая девушка, откуда силы? Так она же, понимаете, она понимает, что она не виновата ни в чем. Сила в правде, как там в известном фильме, который теперь трактуют по-разному, говорили. То есть она не сделала ничего такого, за что ей было бы стыдно. Эта сила ей придает. Она, в общем-то, не знаю, все, что она делала для того, чтобы, мир вокруг лучше стал. То, что ситуацию таким образом развернули, это проблема тех, кто развернул эту ситуацию таким образом. А это абсолютно честный, предельно искренний, здравомыслящий, добрый человек, поэтому нам за дочь не стыдно, мы тоже гордимся, что у нас такой ребенок вырос. Да, какое-то время, да, больно. Ну и что? Пройдет. Пару лет назад у Егора появилась новая страсть – техномузыка. Он организует полуподпольные вечеринки, играет как диджей и пробует себя как музыкант. Филадельфия, штат Пенсильвания. Через 2 часа мы будем проводить техномероприятие, ивент для здешних ребят. После 2 часов ночи нельзя продавать алкоголь, и, соответственно, нельзя проводить мероприятия. Но вот я уехал из России, проводил незаконные мероприятия, и сейчас здесь, на другом континенте, проводится что-то подобное. Ale, please, how are you? Good. You, baby? You look fabulous. Thank you. You look amazing. Thank you. Так получилось, что у нас на лайнапе из 3 человек 2 девочки транс. Первая девочка будет выступать, она биологический парень, будет выступать, она девочка. И девочка, которую мы привозим с Нью-Йорка, Макс, и вот эта его подруга, она тоже биологический парень, и мы даже ей платим на $100 больше, потому что она будет проходить операцию по смене пола в ближайшее время. Swarthmore College — это очень безопасный такой пузырек, то есть это богатейший вуз, у нас там своя полиция, внутри мини-жизнь такая своя, это security. Там еще плюс тихо, потому что ограждено таким огромным лесом, вот эта речка. И я сижу, меня просто с ума схожу, да. При этом это какая-то идиллия. Да, то есть это идиллия, и она создана максимально, чтобы ты ни о чем не думал, кроме учебы. И я как-то скучал постоянно, мне не хватало какого-то драйва, наверное, тоже немножко травмировавшись вот этой интенсивностью кампании. Мне не хватало вот этого, потому что я привык, я, наверное, во время кампании единственный раз в жизни чувствовал себя живым, потому что вот постоянно какие-то действия я был нужен людям. И тут как-то мы пошли на какую-то тусу в колледже, и кто-то там поиграл в эту, там даже не техно, какую-то электронную музыку. И я такой, нифига себе, это что-то меня прям внутри как-то так это сердце забилось быстрее. Я просто был в таком удивлении, вот я что-то нашел, чего я давно не ощущал, не испытывал. Помню, мы организовали с моей хорошей подружкой в Swarthmore сет, прям первый такой техно-рейв, который вообще, представляешь, задроты, для них это вообще что-то непонятное. И они как бы делегировали свое настроение и свой фан, веселье на меня. И это такое чувство ответственности, а с другой стороны какой-то абсолютный экстаз, и что это какое-то наркотическое ощущение там наравне с любовью, влюбленностью, что мне трудно это бросить. Ну все, приехали. Злачное место, здесь очень много клубов. Наверное, концентрация всех интересных
ночных клубов здесь, в Бушвике, рядом с Квинсом. То есть это тёще, как бы оно все разъебано, но вот со стилем, и оно чувствуется вот... Если я был бы районом, я бы был бы Бушвиком. О Нью-Йорке Егор мечтал еще со школы, но переехать сюда пока не получается. На жизнь в одном из самых дорогих городов мира не хватает денег. Я помню, я в художественной школе рисовал на дипломную работу эти здания. В США, в Нью-Йорке, допустим, есть такие дома кирпичные с пожарными лестницами на фасадах. И я себя представляю, как я вот такой же распиздяй. Я вот там же живу, в таком же доме в Нью-Йорке. И я хожу такой, и работаю, живу свободно, живу в таком доме, сижу на лестнице, пью кока-колу. Мне кажется, я ехал в Нью-Йорк Вуди Аллена, приехал в Нью-Йорк хасидов, наркомании, испанских таксистов. И, если честно, второй Нью-Йорк оказался мне ближе по темпераменту, чем первый. Я замечаю, что среди американцев мне легче всего общаться с евреями, потому что мы жили вместе, и какие-то традиции и культурные интуиции, они схожи с нашими, какая-то нервозность, рефлексия и вот желание подумать о жизни. Этого зачастую у Васпах не находится, но вот с моими друзьями, с друзьями-евреями получается поболтать, вот как будто с русским, но вот по-английски. Евреи, они понимают сразу тебя, они не понимают, что жизнь — это вообще очень тревожная штука, и все что угодно может случиться, когда, не знаю, белый парень из Коннектикута, который играет в гольф и лакросс, для него, наверное, тот факт, что ты убегал от кабана, кушай-косей, от ФСБшников, ему это просто трудно понять, и, наверное, нет желания в это вникать на самом деле. Захар Аланович Гинзбург. It was kind of crazy. Like, the first time I met, like, I just saw him for like 20 minutes, and I thought, wow, I've never met anyone who is as similar to me. I thought, wow, that's so presumptuous of me to think that this guy who, has been the campaign manager for Alexei Navalny is similar to me in some way. Like, that's, wow, like, how could I think that? And then I guess, and I guess it's borne out to be true to some extent, because we've just been extremely close friends since then, like for, however long it's been, 5-6 years or whatever. It's funny because in many ways on the surface we're extremely different people. Like, we have very different tolerances for risk and sort of tolerances for how we live our lives. Like Igor is able to live in Philadelphia being basically poor, working at Lucky Strike, going from job to job, and he's able to tolerate that fairly well. And me, personally, I would never be able to live that way. So I teach at this, there's a school right here, this is where I teach, it's the Trinity School. They have this thing called community time every morning, where like they get the kids together in the chapel, and then they have like sometimes talks, people come in and give talks. Igor came in and gave a talk last year, and it was the most popular talk ever. Everyone was going crazy about it. Yeah. Good morning, everyone. It's actually quite unsettling because the last time I had to talk in front of an audience comparable this size, I went to jail for 14 days for that, so I hope this time will go at least slightly better. Нынешний вектор развития, который предлагает Владимир Владимирович Путин и партия жуликов и воров, он не актуален. И следующие 6 лет будут 6 лет деградации. Вы согласны? Igor is obviously a very smart and hardworking guy. Like, it's clear to anyone, but and yet still it's difficult for him to succeed under the American schema. Yeah, which is really tragic, I find. Because I know that he can succeed if he's there, but it's just difficult to get there in the first place. I don't know. So in a sense, the underground music scene is actually it makes a lot of sense as the next step for him, because it's a place where he can succeed without needing to fit in. Because the whole point is that you don't fit in. Когда мы говорим о будущем России, конечно же, для нас такой ориентир, зачастую для нас, для либералов, для оппозиции, это западный мир. Но западный мир тоже находится в таком месте, в каком-то в кризисе смыслов, и куда идти дальше непонятно. Хорошо, а что тогда не так с Россией? Может быть, все хорошо с Россией, если тут все так плохо? Мне кажется,
Во-первых, как я уже сказал, принципиальное отличие Америки от России – это то, что на данный момент Россия несет впереди знамя смерти и культа смерти. Это все очень архаично. Это как бы Россия сегодня – это страна, которая несет насилие к соседям и к другим странам. И как бы тот месседж, который мы слышим от Владимира Путина и его окружения, он все-таки не про прогресс, который мне интересен. Для меня все-таки общество, которое двигается к идеалу, это общество, в которое люди хотят ехать, реализовывать свои мечты, реализовывать свои таланты и свои предназначения. Когда, да, в Америке тяжело, но это до сих пор есть, сюда люди едут, в России этого нет, как минимум, да, и то есть для меня важна очень свобода выражаться так, как я хочу, говорить, что я хочу, когда этого в России нет, и поэтому я ехал в Америку изначально ради этого, да. И я до сих пор, я чувствую себя свободным человеком в Америке, просто еще проблема в том, что свобода – это очень тяжело. Вот ты меня спрашивал, есть у меня девушка или нет. Ну, на тот момент, когда спрашивала, была. А в начале ноября мы разошлись. Потому что я слишком депрессивная. И меня... Это она сказала? Ну... Она дала мне понять, что не готова со мной быть в горе. Вот. Но я ее не виню. Пока что для себя подумала, что, наверное, лучше быть пока одной. Сейчас именно. Вот в такой неопределенный период времени. Я вот наблюдаю, сколько людей рассталось, развелось, просто испортились отношения. Миграция – это очень тяжело. Но я здесь ни разу в гей-клубе-то не была. Он один. Но вот если честно, я больше не чувствую радости. Давно. Ну вот как война началась, потому что как бы, сейчас веселиться, это как будто я ем что-то безвкусное. И все. Как бы да, я смеюсь, улыбаюсь, но я не уверена даже, чувствую я по-настоящему что-то такое. Когда я вот переехала в Литву, первые пару месяцев, я не скрою, у меня была такая эйфория чисто. Я была счастлива, что чувствую себя какой-то период в безопасности, что ко мне никто не придет, никто меня не арестует. А потом начался такой период, когда вот тот уровень стресса, который был в моей жизни, его нет, он отсутствует. И я начала испытывать по этому тоску. Я работаю с различными организациями, экстремистскими, террористскими, нежелательными и тому подобное, по мнению властей. И приношу свой вклад в борьбе с путинским режимом. Хотя, признаться, мне очень плохо, очень тяжело, и я очень часто как-то проваливаюсь в такие тяжелые состояния. Но скорее, наверное, больше беспомощности, что я не могу помочь. То есть, я по факту даже Навальному письмо нормальное написать не могу. То есть то, как я бы хотела написать, типа там: Алексей, как ты держишься, да? Я бы хотела это знать. Хотя, я не спорю, наверное, ему тоже бывает очень тяжело. Тем более, он тоже, как и я, не видел, год-два свою семью. Я своих родных тоже
2 года не вижу и не знаю, когда увижу. Хотелось бы, конечно, например, спросить у Навального, как он держится в этих условиях. Вот. Просто хотелось бы вот понять, как держаться. К сожалению, он был поломан, но я его склеил. Это автограф от Навального. Он написал спасибо. Я понимал, что он будет готов вернуться, что он начал же об этом говорить, но потом я думал, Алексей, он же не будет так настолько жертвовать собой, как бы. Все равно там у него же семья, там, дети, настолько прям отдать себя, кинуться в эту бездну, в лапы Путина, наверное, броситься. Жест такой, что если бы он остался в Европе, с одной стороны, он был бы политическим трупом, потому что, какая ты оппозиция, да, ты Путина, получается, боишься. А тут он показал, я не боюсь, я возвращаюсь. Что я должен жить в Европе, если Россия мой дом? В Алексее я, конечно, не сомневался. Это, в принципе, наверное, единственный человек из всей команды Навального, какого я до сих пор уважаю, до глубины души. То есть получается, чтобы политик российский вызывал уважение, да, сейчас, он должен быть там, и получается, он, в принципе, должен быть в тюрьме. Слушай, это не обязательно должен быть политик. Я считаю, что, допустим, люди, которые, из того же самого ныне создавшихся таких Легион, и Свобода России или РДК. То есть люди, которые, в принципе, тоже делают очень большое дело. Такие люди тоже очень у меня вызывают уважение, потому что они не только борются условно за независимость Украины, но и за Россию тоже, по большому счету. Трезубец появился, я его набил в июле 22 года я его набил. Потому что это такое, знаешь, я не могу сказать, что я прям набил его, чтобы ходить, перед украинцами, вот, смотрите, я полностью за вас, не то, что я пытаюсь ходить, посмотрите на меня, какой я хороший, хороший русский, все такое. Для меня Украина даже тогда была примером какой-то стойкости против всего этого советского, всего того, что нам не нравится, они прям четко стояли. Потому что Россия, которая отобрала Крым, вошла на Донбасс, они все равно стояли прям стеной. И они за свои убеждения горой, поэтому мне всегда нравились. И украинцы, и Украина как страна. Филипп с Артемом только что закончили работу над новой короткометражкой про войну. Ты лицо, конечно. Да нормально. Ты что, актер, что ли, профессиональный? Вообще-то уже мой второй фильм. Все. Оскар тебе дать? Попадается, этот российский солдат украинскому, сначала украинец наводит на него артиллерию, он падает с БМП, его БМП уезжает, оставляет его одного, он бежит в лес и встречается, собственно, с тем, кто он наводил. Иди домой. Каждый сам думает, либо он идет домой, либо нет, тут уже сам для себя решает зритель. Фу, да. Реквизит для фильма, вот это мы снимали. Я осуждаю. Фу, надо тебе руки мыть с хлоркой. Я даже в какой-то момент подумал о том, чтобы поехать в Украину. Добровольцем. Я так размышлял об этом, потом думаю, я бы, наверное, может быть, бы и поехал. Наверное, может быть. Но из-за того, что я очень сильно люблю своих родных и своих друзей, я не могу себе позволить этого просто сделать. Момент стрелять по своим, тебя он не смущает? Да, где там свои? Россияне. Я не считаю их уже больше своими. Это не мои. Мои это мои друзья, вот вы тоже, вы мои. Вас я считаю своими. А тех, кто стреляет, как они, кстати, говорят, по братскому народу, это не мои. Я не ассоциирую себя с этими людьми. Да, мы жили на одной территории, на территории одной страны, может быть, даже были соседями, может, ходили в одну и ту же школу, но все, они для меня, это для меня враги. Точно такие же, как и Путин. Как ты относишься к Алексею? Слушай, я отношусь с огромным уважением. Вот это возвращение в Россию из берлинского госпиталя, это
Понятно, что в этом есть доля его политических амбиций, да, но мне кажется, это очень библейская история в том смысле, что он принял, это такое добровольное самопожертвование. В какой-то степени он показывает, да, пример того, каким должен быть политик в принципе. То есть это действительно пример очень сильного, смелого, стойкого человека, который готов до последнего представлять интересы тех людей, которые его поддерживают. Многие говорят, что это безумный, иррациональный поступок. Я расскажу такую историю. Смотрите, я понял вопрос. Я расскажу такую историю, если ты знаешь, как в Чехии случилась их бархатная революция. У них есть такой человек, Ян Палах, который поджег себя после ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, по-моему. И он поджег себя в протест этому, что он, во-первых, протестовал против ввода войск, во-вторых, ему не нравилось, что общество на это так недостаточно яро отреагировало. И он себя поджег в центре города и оставил записку. Ничего не случилось. Но через 20 лет революция началась таким образом очень просто. Люди спустя 20 лет в день, когда себя Ян Палах сжег, они понесли туда цветы. Их стали задерживать. Избивать. И общество, и проходящие люди настолько этому возмутились, что стало собираться все больше и больше людей. Это стало искрой, которая запустила революцию, которая там случилась очень скоро после этого. Поэтому мы не можем говорить о том, является ли его поступок бессмысленным, да, потому что мы можем увидеть результаты через 20 лет. В общем, полностью мистическое совпадение. Сегодня именно тот день, когда Ян Палах себя поджег. Помнили, пришли, и получилось, что именно в этот день. Обычно нет такого количества цветов, да? Да, обычно здесь просто здесь крест и все. Что там написано? Где? Там подробности о том, как он умер, там через 3 дня, 85% ожоги, 2-й и 3-й степени, в мученической смерти. Сегодня не только 16 января, но еще и круглая дата, да, почти круглая, да, 55 лет с момента сожжения. Все задержания, какие-то приключения, витиеватость событий, беспределов и всяких там личностных переворотов, это все очень воспринимается в нашем возрасте трепетно. И от этого это круто, и это будет на всю жизнь. Поэтому, ребят, мы, наверное, живем в один из лучших промежутков в нашей жизни. Это круто, и не забывайте про это. Там же ты говоришь фразу, помнишь, на фильм вашего, ребята, что вы, несмотря на весь ужас, который происходит, вы понимаете, я был прав. Я оказался прав, да. Счастливых мгновений жизни. Да, ну так оно и есть. Я был уверен, что так произойдет, и оно так и произошло. Но для меня, может, там еще чуть раньше, то есть вот это вот как бы юношество, и оно соприкоснулось с вот этой кампанией, с этой бурной деятельностью. Может быть, так в Калининграде, и многие не верят в обычного русского человека, но я общался с сотнями и тысячами этих людей, и они боятся, да, но они все очень продуктивны, очень добрые, они хотят перемен, но их такие как бы в рамки загоняют уже столько лет, это вся выученная беспомощность. Я шел на кампанию, будучи таким скептиком, и думал, как уеду из России, никогда не вернусь, но к концу кампании я как бы опять же всем рассказывал, что я буду менять Россию, я хочу вернуться, и это было искренне, и это до сих пор является так. Я, наверное, уже будучи американским гражданином приеду к 2024 году, но это неплохо. Пути на 6 лет, то есть, может быть, приехать к 2024 году, потому что как раз это поколение взрастет, и мне кажется, можно триумфальной дорожкой, если постараться, все красиво сделать, то можно победить тогда. Сделать Россию лучше, прекрасную Россию будущего. Но эта победа неизбежна, это просто, это факт.
Путин убил Алексея Навального. Бил наше будущее. Ту прекрасную веру в Россию будущего. И я даже, честно, не понимаю, зачем мне сейчас возвращаться в Россию. Я не хочу туда возвращаться без Алексея. Я хотела, чтобы он стал моим президентом. Я не хочу в это верить. Алексей Навальный для меня в первую очередь был, есть и всегда будет примером, наверное, стойкости, примером непревзойденной силы воли, мужества и отваги. Мне очень тяжело говорить эти слова, вообще тяжело очень высказываться сейчас. Я опустошен, я полностью опустошен, я не могу даже Мне очень трудно. Ты ходишь так вокруг, Америка, люди в кафе занимаются своими задачами, работают на удаленке, решают какие-то проблемы. И ты в это время понимаешь, что ты один, абсолютно один. Вокруг тебя ты не там, где ты должен быть сейчас. И, к сожалению, Владимир Путин делает все, чтобы мы себя так ощущали. Я не знаю, как дальше, но мы должны найти способ продолжать жить. Мы должны все найти время, силы, чтобы двигаться вперед. Иначе это все забудется и... I don't know. Уважаемые граждане, проходим дальше, не задерживайтесь. Проходим, не задерживайтесь. Не создавайте толпу, вы мешаете просмотру других граждан. Быстрее проходим, очередь не задерживается. Проходите, кто возлагает цветы. Пойдем, провожу по метро. Была там надежда на Навального. Что его убили? Ну я не знаю за что. Девушка, я с вами, кстати, проходим, не задерживаемся. Проходим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Это вы на проходе стоите, вы же мешаете. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу. Проходим. Почему вы это делаете? Зачем? Неужели, вас самих вообще не коробит от этого? Не вас здесь больше которые просто хотят сказать о том, что это ненормально убивать людей. Вы когда шли заниматься охраной общественного порядка, вы не думали, что вы это делаете, чтобы людей не убивали? Позор! 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 Двоих, что пропишите? Двоих, Свободу, полиция! Ненавижу вас! Ненавижу!
боимся. Ну, пожалуйста, ну давайте. Мы не боимся. Мы не боимся. Мы не боимся. Мы не боимся. Мы необыкновенная сила, необыкновенная, необыкновенная, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Дайте людям попрощаться. Дайте попрощаться. Дайте всем попрощаться. Дайте попрощаться, людям. Не толкайте, пожалуйста. Дайте попрощаться, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Батюшка сказал закрывать. Дайте попрощаться. Ну, люди пришли, чтобы попрощаться. Побойся с миром. Спасибо тебе, наш герой. Ты всегда будешь нашим. Прости, что не были. Это наш родной человек. Вы не дали наши 45 минут всего. Прощай, Алексей. Свободу полиции заключенных! Свободу полиции заключенных! Какое наследие Алексея Навального? Посмотрите вокруг, какое его наследие. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, новоприставленному Алексею, и сотвори ему вечную память. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Спасибо большое. От всей молодежи нашей любимой страны я поздравляю вас и всех нас с этой однозначной победой. Спасибо большое. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Но у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Вот такова жизнь. Преследование сторонников Навального продолжилось и после его смерти. Этой весной были арестованы активистка Ольга Комлева и журналистка Антонина Фаворская, освещавшая репрессии против Навального и его соратников. Их обвиняют по делу об участии в экстремистской организации. В марте продлили арест 3 адвокатам Навального, обвиняемым по той же статье. Последние жертвы зачистки – оператор Сергей Карелин и журналист Константин Габов. Их также обвиняют в сотрудничестве с ФБК. 9 апреля начался суд по пересмотру дела Лилии Чанышевой. Прокуратура сочла приговор слишком мягким и потребовала ужесточить наказание с 7,5 лет до 10. Заседание суда объявили закрытым. А с женой могу поговорить по видеоконференции? Отключили. А по поводу свидания? Я здесь, я муж. Я могу сейчас родителям отнести. Интересно. Не пускают? Спасая мою супругу, вы спасаете свое будущее. Я прошу всех завтра прийти на суд. Пожалуйста. На следующий день судья Бикчурин вынес приговор. Совершение преступлений по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды и по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы, назначенной Чанышевой по части 3 статьи 289.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, основное наказание усилить до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Лиля, ты меня слышишь? Да, слышу. Я люблю тебя, родная. Лиль, мы с тобой, это все изменится. Лиля, мы с тобой.
Ты здесь? Все, выключили. Видение наперед. Конечно. Да, и этого нет. Конечно, будем обжаловать. Мы будем обжаловать. Обязательно. Мне вот сейчас не хватает, знаешь, чего? Веры. Веры в то, что все будет хорошо. Просто, знаешь, хотя бы теплые слова Навального, что скоро наступит прекрасная Россия будущего. Несмотря на то, что все происходит и все так плохо, и нам всем так плохо, я верю, хочу верить в то, что все будет хорошо. Просто верить. Дело в том, что я верующий человек. И мне это сильно помогает, на самом деле, в моей деятельности. Я меньше раздумываю, меньше каких-то дилемм в моей жизни, потому что есть какая-то там книжка, в которой, в общем-то, более-менее четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. И не всегда, конечно, легко следовать этой книжке. Ну, в общем-то, я стараюсь. Вот мне недавно пишет человек, типа, Навальный, а что тебе все пишут? Держись, не сдавайся, терпи. Что тебе терпеть-то? Ну, ты говоришь, что в Бога веришь. А сказано ведь, блаженны, жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся. Для современного человека вся эта заповедь, она звучит, конечно, очень напыщенно. Сумасшедшие странные люди сидят там с клокочными волосами в спекатели, пытаются себя подбодрить. И власть наша, и вся система, она пытается сказать таким людям: ты одинок, ты одиночка. То есть сначала важно запугать, а потом доказать, что ты один. Но я совершенно не чувствую себя одиноким. Это какой самый популярный лозунг в России? И в чем сила? Сила в правде. Вот эту фразу, которую повторяют все, это же оно и есть. Это и есть та самая заповедь блаженства. Она просто сжата для размеров Твиттера, но по сути оно и есть. За кем правда, тот и победит. Мы видим, что миллионы людей, десятки миллионов людей, они хотят правды. И рано или поздно эти люди, которые хотят правды, они добьются